Как недавно рассказывали, там много всего. Я вашу не слышу. Если не меняли, ничего нет. Нет, не ответили, просто там надо называется ковид. Камера. Необходимости вы так посмотрите, потому что идет трансляция. Да, обычно если будет, это одна. Вторая слышишь. А вот да. Здесь можно презентовать самому. Да нет, вот это хорошо. Просто еще трансляцию, но в другой кабинете трансляцию. Желательно где-то. Стоять не бегать. Я поняла, и не бегать особо. Не мельтешить, даже кофе. Нет, даже семинар. У меня есть семинар сертификат. Сколько пока получается. Так, нет, вот эту сертификат. Нет, вот эту отдельно. И нижний портфель. Да, потому что я так не положила, чтобы не запутала всех. Да. Потому что практика тоже не в принципе, я могу сместить. Вот здесь лежит. Так, мы здесь. Еще раз, все равно подняться. Я уже сделала. Уже нам не того. Я уже. Я все равно папу скину. Я все это скину на компьютер, я все, что папе открою. Да, вы. Нет, это хорошо. Я приехала да, почему? В двух разных вам сделали программу, вот одну какую-то, что вас устраивает. Я хочу научиться в метро, Может, тоже вам это я скину на просто компьютер, и вот на этот экран можете сюда дублируется, что вам удобно. Я видео выключу, потому что эта папочка у меня открыта здесь, с этой презентацией. Микрофон. Так, а дальше перелистывается? Можно здесь я ему презентер, чтобы принесу. Микрофон подходит. Нет. Я сейчас пойду. Сейчас я положу все свое, я же начинаю.
Удобно.
Дорогой гости, если вам нужно, я не нормально, либо не тогда встречу вам.
Добрый день, уважаемое профессиональное сообщество Республики Коми. Коми Республиканский институт развития и образования приветствует вас на очень важном установочном семинаре, который посвящен реализации предметной области искусства. Уважаемые коллеги, для нас действительно это очень значимое профессиональное событие, которое включено в линейку мероприятий в рамках национального проекта образования. Сегодня наша республика, наше педагогическое сообщество принимает ответственность за решение задач, которые поставлены в рамках 10 региональных проектов, которые мы осуществляем, в том числе по формированию новых профессиональных компетенций наших педагогов. Уважаемые коллеги, мы очень рады, что у нас появилась возможность профессионального сотрудничества с Институтом художественного образования, культурологии Российской академии образования. И в республике в течение 4 дней работает команда этого института. И я хочу представить директора Института художественного образования и культурологии, доктора педагогических наук, кандидата искусствоведения Акишину Екатерину Михайловну, которая возглавляет данную команду. Вместе с нами работает Кузнецова Вероника Вадимовна, руководитель отдела образовательной деятельности Института, кандидат педагогических наук. Кашикова Ирина Эмильевна, главный научный сотрудник института, доктор педагогических наук, профессор. Олесина Елена Петровна, ведущий научный сотрудник института, кандидат педагогических наук. Радомская Ольга Игоревна, старший научный сотрудник института, кандидат педагогических наук. И Красильникова Марина Станиславовна, ведущий научный сотрудник института, кандидат педагогических наук. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что для нас очень значимые эти будут 3 дня,
И начинаем мы с семинара, который действительно является вводным. Я очень надеюсь, что по результатам данного семинара в конце сегодняшнего дня состоится круглый стол с постановкой задач перед нашим педагогическим сообществом. Поэтому, конечно, мы очень рады, что сегодня Республиканское методическое объединение предметной области искусства объединяет более 200 педагогов. Мы понимаем, что те задачи, которые будут перед нами поставлены, они будут транслироваться, и как результат мы очень надеемся, что будут включены в различные федеральные проекты. Уважаемые коллеги, у нас сегодня прямая трансляция нашего семинара. К нам подключаются представители наших отдаленных территорий. Это Воркута, Инта, Усинск. Поэтому, уважаемые коллеги, поприветствуем наших коллег, которые не смогли приехать вместе с нами. И, конечно, я очень рада, что мы в рамках нашего единого образовательного профессионального сообщества сегодня в этом зале, и приветствие от нашего учредителя, от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми нам передает Олег Александрович Холодов, заместитель-министра. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Владимировны Якимовой, от себя лично я рад приветствовать всех участников нашего установочного семинара по вопросам реализации концепции обучения предметной области искусства. Подобного рода, такого уровня семинар у нас в Республике Коми проводится впервые, и в части содержательной стороны вопроса, и в части экспертов, которые с нами работают в рамках данного семинара. И в этой части я хочу выразить слова огромной благодарности коллегам из Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, прежде всего директору Екатерине Михайловне, за тот уровень семинара, который вы придали в нашей республике. Живой интерес, живой и активный интерес всего педагогического сообщества вызвал данный семинар. На сегодняшний день вот зал не вмещает всех желающих, да, как сказала Галина Владимировна, дистанционно и в соседней аудитории у нас участники, и подключаются с наших других муниципальных образований. Это говорит о том, что на самом деле живой интерес к данному мероприятию нашего педагогического сообщества на самом деле есть. Я желаю всем участникам нашего семинара плодотворного общения и удачи и успехов. Спасибо. Спасибо, Олег Александрович, спасибо. Уважаемые коллеги, Екатерина Михайловна, мы передаем вам управление нашей деятельностью. Мы просим открыть установочный семинар и, конечно, поставить задачи перед нашим профессиональным сообществом. Екатерина Михайловна, вам слово. Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать, всех участников сегодняшнего мероприятия. Для нас это тоже очень важное событие. Мы готовились. Для нас это тоже такой массивный выезд, такой не близкий регион, но такой замечательный регион. Мы благодарны правительству Коми, Министерству образования и, конечно, отдельная благодарность Коми Республиканскому институту развития образования за предоставленную возможность реализовать наши научные изыскания. Конечно, осуществляем это при поддержке Министерства просвещения. И я надеюсь, что для вас это будет нужно, полезно. У нас будет плодотворный диалог, действительно диалог после всех наших долгих и длинных лекций, но они очень разнообразны. Они направлены конкретно на каждую проблему, которая может возникнуть при реализации концепции. Тем более у нас концепции соприкасаются, естественно, концепция соприкасается, естественно, со ВГОСами. И я понимаю, как для учителей это актуально. Как мы будем реализовывать концепцию, как мы будем работать с новыми ВГОСами, мы постараемся донести до вас эту информацию и, возможно, мы уверены, облегчить вот этот учебный процесс, который сейчас будет нас всех ожидать в условиях новых стандартов. Я не буду долго говорить, потому что моя лекция практически на час, и она у нас будет вводная. Сейчас вы все узнаете, что касается концепции ВГОС, вот как раз из моей вот этой первой установочной лекции. И позвольте считать установочный семинар открытым.
Елена Петровна. Микрофон не Нет, можно так. Все получится, да, у вас? Итак, тема лекции «Концепция преподавания предметной области искусства. Новый вектор развития художественного образования». Сегодня важнейшими задачами образования, на которые обращает внимание профессионального сообщества и общественности президент Российской Федерации в майских указах 2019 года, является обеспечение глобальной конкурентоспособности в образовательном пространстве и одновременно воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Достижение этих целей требует изменения как в содержании образования, так и в механизмах его организации. Базовые основы подобных изменений закреплены в Законе об образовании в Российской Федерации, в котором определен приоритет гуманистического характера образования, способствующего свободному развитию личности, воспитанию гражданственности, патриотизма и ответственности подрастающего поколения. В государственной программе Российской Федерации развития образования на 13-20 годы, в концепции федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы, подчеркивающей приоритет разнообразных моделей социального партнерства в сфере образования и других нормативно-распорядительных актов государственного и регионального значения. 26 марта, поближе, кто вы хотите, или сюда идите, чтобы могли переключать. У нас с вами слайд 30. Да, вот у нас был второй слайд или третий. 26 марта этого года на церемонии вручения премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества президент Российской Федерации подчеркнул, что в нашей стране служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, колоссальным вкладом в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, сбережение и приумножение богатейшего культурного наследия страны. Владимир Владимирович отметил значение искусства, которое помогает подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия и справедливости. Несомненно, особую роль в решении обозначенных задач играет общее образование. То есть образование доступно всем без исключения школьникам. Именно предметная область искусства в общеобразовательной школе направлена на формирование общероссийской культурной идентичности детей и подростков на основе изучения отечественного и мирового искусства, на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества, на развитие у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся научиться разбираться в огромном информационном потоке массивной культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность. Сегодня нельзя недооценивать значимость предметной области искусства в общеобразовательной школе. 18 апреля 2017 года на круглом столе «Художественное образование в школе», проведенном Институтом художественного образования РАО и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андреяки, министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева подчеркнула значимость обязательного изучения творческих предметов в школьной программе. И по ее словам, ни одна школа не имеет права исключать такие уроки. 6 ноября уже этого года на втором съезде Общества русской словесности патриарх Кирилл обратил внимание на то, что многие школьники, к сожалению, имеют весьма смутные понятия о том уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная страна, и предложил повысить эффективность культурологического и художественного образования, вокруг которого и формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории культуры России. Естественно, что в таких условиях возрастает востребованность новых концептуальных подходов к преподаванию и изучению предметной области искусства. Быстро меняющаяся социальная ситуация, естественно, влечет за собой и изменения в содержании изучаемого материала, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и учеником. Необходимость модернизации предметной области искусства в общеобразовательной школе была инициирована самими учителями, понимающими важность урока музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры для современных школьников.
И кроме того, была активная поддержка со стороны органов управления образованием. Вопрос необходимости новой концепции впервые был поднят 12 августа 2016 года на съезде представителей Ассоциации учителей музыки, изобразительного искусства и МХК, который объединил 300 участников из 31 субъекта Российской Федерации. На съезде было принято решение о разработке концепции преподавания и изучения предметной области искусства в Российской Федерации. И как вы видите, с 2016 года пройдена длинная дорога от идеи до окончательного варианта концепции через общественную и профессиональную экспертизу. На слайде вы видите основные моменты работы над концепцией. 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения концепция была утверждена. С сентября этого года началась реализация концепции в субъектах Российской Федерации, которая будет продолжена до 2024 года, до полного внедрения по всей стране. Концепция структурирует обучение на основе профессионального и общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием. Целью концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского общества и вызовами времени. Концепция включает в себя определение значимости предметной области искусства, цели и задачи, проблемы преподавания мотивационного, содержательного, методического и кадрового характера, основные направления реализации концепции общие по предметам, задачи подготовки кадров и материально-технического обеспечения уроков искусства, а также механизмы реализации. Концепция преподавания предметной области искусства направлена на достижение важнейшей цели образования и воспитания, освоение школьниками искусства и художественной культуры страны и региона как основы духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Предметная область искусства способствует решению задач, поставленных в государственных документах, таких как направленность образования на социализацию и инкультурацию, необходимость воспитания духовности и культуры гражданина, усиление во ввоз значимости метапредметных результатов, определение образования как самообразование на протяжении жизни, развитие креативности как основного качества выпускника. Таким образом, предметная область искусства в общеобразовательной школе в наибольшей степени способствует формированию общероссийской культурной идентичности школьников на основе изучения отечественного и мирового искусства, приобщению обучающихся к сфере духовной жизни общества, развитию у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов, развитию способности творческого освоения окружающей среды. Более того, изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся начинать разбираться, о чем я уже говорила, в огромном информационном потоке массовой культуры. Содержание уроков изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры связано с ролью искусства во всех сферах общественной жизни. По этой причине основными задачами преподавания искусства в общеобразовательной школе при небольшом количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становятся приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной деятельности, выявление одаренных в области искусства детей и дальнейшее педагогическое сопровождение, воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной профессии и рода занятий. Использование искусства как средство арт-терапии, что наиболее важно для детей с особыми потребностями здоровья. Концепция обращает особое внимание на проблемы преподавания предметной области искусства, а затем предлагает способы их решения. Среди актуальных проблем особенно важно выделить следующее. Сохранение непрерывности образовательного процесса общего образования, недостаток межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры, музеи, театры и образовательными организациями. Безусловно, это значительно обедняет возможности предметной области искусства. Кроме того, к проблеме относится и профессиональная подготовка педагогов искусства, которая должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития. С нашей точки зрения, необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области искусства, способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Концепция, как я уже говорила, соотносится с федеральным государственным образовательными стандартами в целом и ориентирована на системно-деятельностный подход,
на приоритет практической составляющей без ущерба для фундаментального знания. Предполагает и такой современный учебный процесс, который будет направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка и достижение метапредметных результатов обучения. Стратегическими направлениями реализации концепции являются единство учебной и воспитательной деятельности, сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации, преемственность и вариативность содержания основных образовательных программ общего образования. Достижением принятой концепции можно считать и сохранение 3 учебных предметов. Музыка, изобразительное искусство, а главное, что сохранился такой предмет, как мировая художественная культура, пока в рамках регионального или школьного компонента. Концепция предполагает обеспечение непрерывности преподавания предметной области искусства через создание сквозных модулей с возможностями вариативности на протяжении всего обучения. Это позволяет усилить внимание к индивидуальным проектам и творческой деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. Важный аспект использования вариативных модулей, на которые указаны в концепции, это возможность выбора модуля образовательной организации. Конечно, практика подтверждает наиболее эффективное создание непрерывности художественно-эстетического образования через предметы музыка и ЗОН МХК. Эта система позволяет выстроить обучение поэтапно, от приобщения к отдельным видам искусства, к формированию целостной художественной картины мира, от навыков практического освоения языков искусства к формированию ценностных ориентиров учащихся, к решению задач нравственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами искусства. Накопленный опыт практики использования модульного обучения в российском образовании позволяет выделить такие преимущества модульного подхода, как индивидуализация образовательного процесса, возможность его гибкого построения как с учетом уровня подготовленности обучающихся, так и профессиональных интересов учителя. Модульное обучение логично вписывается в контекст системно-деятельностного подхода, являющегося основой стандартов общего образования, в том числе в предметной области искусства, определяя конкретные пути и способы освоения предметного содержания. Новая концепция предполагает модульное построение каждого предмета. Сегодня вы подробно узнаете о способах модульного построения учебных курсов и отдельных уроков музыки и изобразительного искусства. Целью новой концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития общества и вызовами времени. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках искусства – одна из актуальных проблем школьного художественного образования. В концепции подчеркивается необходимость повышения компьютерной грамотности как учеников, так и учителя, эффективного использования информационно-коммуникационных технологий на уроке искусства. И всем сегодня понятно, что компьютерные технологии интересны современному школьнику. Они повышают мотивацию к обучению, развивают познавательные навыки учащихся, помогают им ориентироваться в информационном пространстве, расширяют возможности развития творческих способностей каждого ребенка. Мониторинг, проведенный нашим институтом, показал, что на уроках чаще всего демонстрируются аудио или видеоматериалы. Использование компьютера на базовом уровне на уроках искусства происходит только в 38% школ и зачастую в силу отсутствия такового. Используют компьютерные программы для рисования, музицирования, аранжировки виртуальных экскурсий в музей только 21% школ. В данном случае проблема связана с отсутствием умения пользоваться этими программами учителями. По этой причине поставлена задача увеличения количества и качества занятий по данной направленности. Особую сложность сегодня представляет разработка контрольно-измерительных материалов для различных форм аттестации и оценки качества по учебным предметам предметной области искусства. Так как искусство имеет как объективные, так и субъективные, мы с вами это знаем, критерии. Однако, очевидна необходимость создания различных форм оценивания творческих работ, созданных школьниками. Эта проблема требует профессионального и серьезного обсуждения. Для модернизации содержания и методики преподавания предметной области искусства необходимо создание учебно-методических материалов нового поколения, предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся, использование электронных и мультимедийных технологий, современных средств диагностики и достижений результатов школьников.
Еще одним важным достижением новой концепции, несомненно, является непрерывность преподавания предметной области искусства в школе, которая понимается как расширение урока во внеурочную деятельность, в дополнительное образование и социокультурную образовательную среду через взаимодействие с учреждениями культуры. Важной формой расширения урока искусства сегодня становятся художественные практики, то есть занятия разными видами искусства во внеурочное время, продолжающие и углубляющие содержание урока. В данном контексте актуализируется поручение правительства Российской Федерации от 1 апреля 2019 года по вопросу включения художественных практик в начальное общее образование. Инициация – Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесина. Под художественными практиками подразумевается занятия по 3 направлениям – музыка, танец, декоративно-прикладное искусство региона. Речь идет о комплексном развитии интеллектуальных, эмоциональных и физических возможностей детей средствами искусства, способствующих более эффективному освоению общего и среднего образования в рамках неурочной деятельности. Предметная область искусства в 21 веке все более настойчиво заявляет о себе как сфера развивающего потенциала образования, актуализирующего роль культуры и искусства в воспитании духовно богатой творческой личности. Основное и дополнительное образование сегодня становится неразрывной единой системой. Каждый школьник, получив базовое образование по искусству в школе, может расширять свои компетенции в этой области в дополнительном образовании художественной направленности и во внеурочной деятельности совместно с учреждениями культуры. Поэтому в концепции и подчеркнута необходимость совершенствования механизмов координации и интеграции предметной области искусства с внеурочной деятельностью и дополнительным художественным образованием. Сегодня вырабатываются новые аспекты организационных форм основного и дополнительного образования детей. Внедрение интегрированного подхода, специфика которого заключается в восстановлении недостающих звеньев художественно-образовательного познания окружающего мира, культуры и искусства. В моделировании педагогических условий обучения и поиск новых форм неурочной деятельности, включая культурно-образовательный туризм и современные технологии арт-менеджмента. И третье, обновление предметного содержания профессиональной деятельности специалиста на основе электронного творчества, музейной педагогики, передвижных выставок детского рисунка, театральных и иных инновационных технологий современного художественного образования. Четвертое. Активация познавательно-практических и эмоционально-эстетических процессов за счет расширения сферы творческой деятельности и диверсификации художественно-творческих продуктов, арт-проектов. Важным фактором межведомственного взаимодействия становится социальное партнерство в образовательных организациях и учреждениях культуры, это музеи, театры, филармонии и прочее. В данном контексте необходимо совершенствование и развитие системы межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области искусства в образовательных организациях. В 21 веке изменилась социокультурная ситуация, мир стал глобальным и информационным, поэтому музеи и театр, как часть социального института, также меняется. Современные музеи и театры приобретают черты полифункциональности. Они выполняют историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и профессиональные функции. Таким образом, можно определить следующие задачи взаимодействия учреждений культуры и школ. Формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к музею и театру детей с раннего возраста. Развитию новых форм музейной и театральной педагогики через творческую деятельность. Создание многоуровневой системы музейного и театрального образования, детский сад, школа, музей или театр, учреждение дополнительного образования. И надо подчеркнуть, что реализацией концепции преподавания предметной области искусства заинтересовалось Министерство культуры Российской Федерации, что, несомненно, позволит наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и школ. В этом плане одной из значимых форм подобного взаимодействия сегодня становится всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный норматив школьника», главной целью которого является вовлечение обучающихся в культурную среду региона, города, страны, через посещение ими учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами об искусстве. Главная идея культурных нормативов заключается в реализации комплекса мер, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры школьников. Это совместный проект Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, который осуществляется при поддержке Яндекса. Институт художественного образования и культурологии РАО является содержательным соразработчиком данного проекта.
Содержательная рамка культурных нормативов формируется на основании федеральных и региональных возможностей в сфере культуры и образования. В предметном содержании, определяющим нормативы проекта, представлены 7 основных направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, кинематограф и народная культура. Культурный норматив реализуется в течение учебного года и состоит из культурного марафона, то есть кратковременно, предположительно месяц, погружения школьников в культурную среду региона и постоянную внеурочную работу, которая реализуется через систему мероприятий. Культурного дневника, в котором ученики в электронном или бумажном варианте будут делиться своими впечатлениями и размышлениями, и культурного диктанта, который будет проводиться раз в год и станет формой оценки уровня освоения культуры обучающимися, то есть оценка событийной насыщенности и опыта постижения культуры. Таким образом, современная педагогика искусства предполагает освоение искусства через разнообразные социокультурные проекты, в которых детям дан больше простор для самостоятельной деятельности, но в то же время эта деятельность направляется профессионалами через погружение в различные виды искусства. При подобном подходе к построению социокультурного проекта планируемые результаты образовательного процесса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Таким образом, мы видим, что сегодня меняется содержание и форма преподавания предметной области искусства в школе на основе реализации концепции. Особенности работы учителя-предметника, обучающего музыке, изобразительному искусству, мировой художественной культуры, определяются в первую очередь общепедагогическими факторами, такими как возраст и контингент обучающихся, условия, обеспечивающие учебный процесс, оборудованный учебный кабинет, учебно-методическое обеспечение, программы, учебники, методики, наглядный материал. Но мы должны понимать, что для учителя, обучающего школьников искусству, особо значимым являются следующие факторы. Музыка и изобразительное искусство могут преподаваться только в специально оборудованных кабинетах. Учебники по этим предметам отличаются широким выходом за рамки урока. Предметы искусства может вести только профессионал, а иначе результат обучения не будет достигнут. Для достижения высокого качества преподавания предметной области искусства необходимо обеспечение условий для работы учителя с обучающимися по развитию базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства. Для самореализации обучающихся по общеобразовательным программам по искусству, то есть наличие музыкальных, хоровых, танцевальных классов, художественных мастерских народных промыслов. Концепция определяет базу для решения этой проблемы, в том числе с учетом состояния материально-технической базы сельских школ. Несомненно, что самой острой проблемой сегодня является подготовка высококвалифицированных кадров, подготовка высококвалифицированных учителей. Эта проблема возникает по ряду причин. Из-за небольшого количества часов, из-за недостаточного уважения к учителю искусства, из-за остаточного принципа поступления в педагогический вуз на музыкальные или художественно-графические факультеты. Сегодня по результатам исследования нашего института уроки искусства ведутся в начальной школе 96%. Но зачастую учителя начальных классов заменяют их более значимыми, на их взгляд, предметами математикой или русским языком. И смею предположить, что процент преподавания искусства в начальной школе может быть на самом деле гораздо ниже, так как зачастую замену очень трудно установить, ведь в отчетах пишется у нас все правильно. В 5-7 классах, где стандартами точно определены часы на музыку и изобразительное искусство, только в 89% школ есть эти уроки. Замена уроков на другие происходит чаще всего от отсутствия специалистов, особенно в сельских и малокомплектных школах. В 8-9 классах только в 43% школ ведутся уроки искусства. В старшей школе еще печальнее, только в 37% школ ведутся уроки искусства. В большей степени уроки мировой художественной культуры, а также в профильных школах, соответственно, музыка и изобразительное искусство на углубленном уровне. Тенденция несомненна, чем старше школьники, тем меньше искусства. И это несмотря на то, что сегодня все говорят о духовно-нравственном воспитании подростка, о повышении культурного уровня, о противодействии культурному экстремизму, который несет в себе массовое искусство. Поэтому в концепции особое внимание уделяется уровню подготовки педагога, материальному и методическому обеспечению урока искусства. Следует понимать, что хороший художник, музыкант и артист не всегда может быть хорошим учителем. Основными критериями для повышения качества работы учителей предметной области искусства можно определить следующее. Совершенствование системы высшего образования по педагогическому профилю
и дополнительного профессионального образования, направленного на модернизацию педагогической и методической составляющей содержания образовательных программ. Оптимизация методов оценки качества работы педагогических работников, в том числе введение профессиональных стандартов учителей предметной области искусства, способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Развитие системы олимпиад и конкурсов художественного или музыкального и педагогического мастерства для учителей предметной области искусства, как форма повышения уровня профессионализма, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации. Надо отметить, что реализация концепции активно подключилась Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для материально-технического обеспечения и комплектации кабинетов музыки и изобразительного искусства. Также в реализации концепции активно привлекаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере образования, и органы управления культуры субъектов Российской Федерации. Внедрение концепции предметной области искусства имеет особую актуальность и решает очень важные задачи, направленные на контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений педагогической науки и технологий, изменения запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях. Задачи направлены на нормативно-правовое закрепление положения о корректировке федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, в том числе перечня учебных предметов. И на осуществление мер по интеграции учебной и воспитательной работы в рамках реализации основных общеобразовательных программ, а также по снижению внеучебной нагрузки на учащихся за счет повышения их заинтересованности и максимального вовлечения в образовательный процесс, использование современных технологий, средств обучения и воспитания. Таким образом, можно определить основные положения новой концепции преподавания предметной области искусства. Модернизация содержания учебно-методических комплектов в соответствии с вызовами времени. Оснащение кабинетов по разным видам искусства и художественной деятельности. Оборудование помещений для дополнительных занятий. Повышение качества методической подготовки учителей искусства и педагогов дополнительного образования на уровне высшего педагогического образования и дополнительного профессионального образования. Положение реализации преемственности уроков искусства и занятий дополнительного образования. Разработка программ общего и дополнительного образования с учетом активизации художественной деятельности учащихся в различных видах искусства. Создание репертуара для художественного творчества учащихся разных возрастных категорий. Произведения для музицирования, хорового пения, постановки спектаклей. Использование художественного образования потенциала информационно-коммуникационных технологий. Обеспечение обучающихся, мотивированных к выбору профессий в области искусства, комплексов дополнительных занятий, необходимых для подготовки к поступлению в средние и высшие специальные учебные заведения. Разработки основных образовательных программ учебных предметов музыки и изобразительное искусство на модульном принципе построения. Внедрение вариативных моделей взаимодействия учреждений основного дополнительного образования с учреждениями культуры и искусства с учетом специфики региона. Сегодня мы можем говорить о том, что современные формы обучения искусству выходят за рамки урока и становятся формами социокультурных проектов, решающих специальные и образовательные практические задачи. К социальным задачам мы можем отнести самоопределение личности в мире, оптимальную социализацию и инкультурацию школьников в современных условиях информационного и поликультурного общества, формирование гуманистического мировоззрения, развитие креативности в учебной и профессиональной деятельности, повышение интеллектуального потенциала российского общества, воспитание достойного, социально ответственного гражданина России. К образовательно-практическим задачам мы относим повышение качества образования, достижение метапредметных, личностных и предметных результатов обучения в соответствии с ОГОС, повышение практико-ориентированности учебно-воспитательного процесса школы, который осуществляется через взаимодействие учреждений образования и учреждений культуры. Образовательная политика страны направлена на государственно-общественное сотрудничество, которое способствует исполнению государственного заказа на образовательные услуги и учету интересов сторон обучающихся, родителей, учителей, общественности. В данном контексте особое значение приобретает разработка эффективного механизма взаимодействия межведомственных организаций по вертикали власти. Школы, учреждения, управления образованием разного уровня, научные организации, учреждения культуры, учреждения управления сферой культуры, система взаимодействия департаментов и Министерства образования и культуры. Таким механизмом сегодня является концепция преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Российской Федерации.
которая структурирует обучение на основе профессионального и общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием. Мой доклад, лекция закончена. Я вас благодарю за внимание. И с удовольствием сейчас попью воды. Все вопросы вы, конечно, можете задать на круглом столе. Я надеюсь, что вы все получили раздаточный материал, в которых есть ручка и блокнот, это очень важно, и, соответственно, наши методические разработки. Поэтому в блокнот пишите, пожалуйста, вопросы, все нюансы, которые вы хотите непосредственно задать на круглом столе, лично там, мне или нашим коллегам, или все вместе. Хорошо? Спасибо. Коллеги, наш семинар продолжается, и я приглашаю к выступлению Кашекову Лизу Евгеньевну. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне бы хотелось, чтобы это была не просто лекция, наш с вами разговор, а чтобы это был некий диалог. Сейчас вот здесь все скатывается, неудобно. Значит, поэтому я начну с того, что представлю вам свой учебник по изобразительному искусству. Он рассчитан для студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов, был написан. Но на самом деле можно его считать настольной книгой учителя, потому что он может пригодиться всем, кто каким-то образом на своих уроках обращается к искусству, то есть учителям, к изобразительному искусству, то есть учителям музыки, учителям литературы, истории, потому что здесь рассказывается о том, какие жанры, какие виды в изобразительном искусстве есть. Рассказывается о том, что такое искусство вообще, что такое диалог с искусством, что главное должен учесть зритель, рассматривая произведения изобразительного искусства, какие знаки и символы содержатся, как можно их толковать, как можно раскрыть содержание художественного произведения. И, наконец, здесь второй раздел этого учебника посвящен истории изобразительного искусства. Вся история подана через стили в искусстве. Поэтому эта книга может быть полезна и как, допустим, барокко в живописи выглядело, как барокко выглядело в скульптуре или в архитектуре, ну и все остальные стили вплоть до настоящего времени. Вот поэтому я рекомендую этот учебник, он пока еще есть в продаже, сейчас будет издательство «Академический проект» выпускать в 2 томах такой же учебник. Первая часть будет посвящена жанрам, видам, а вторая часть истории искусства. Но он будет уже в сокращенном виде. Некоторые цитаты уйдут отсюда, потому что сейчас, как вы сами понимаете, народ читать не очень любит, поэтому требования современного мира к тому, чтобы все было лаконично и кратко. Вот поэтому такого учебника уже такого содержания не будет. Поэтому, если вас это интересует, здесь очень много иллюстраций. Правда, они мелкие, так с микрофоном в руках неудобно показывать, я его пока положу. Здесь вот такая часть книги. Вот эта часть книги, вот сейчас я покажу вам, вот, это иллюстрации. Здесь 1800 иллюстраций, практически вся история искусства просто в этикеточном таком оформлении виде. Вот, поэтому я думаю, что такая книга учителю может быть полезна. Ну, а теперь непосредственно к нашей беседе. Итак, модульная система преподавания уроков предметной области искусства в школе. Модуль. Что же такое модуль? Модуль, в общем-то, достаточно, с одной стороны, как будто бы слово принятое, общепринятое, и используется довольно часто, но, тем не менее, что такое модуль в образовании, понять, наверное, сложно. Вот как раз сейчас мы с вами попробуем понять, что же такое модуль в образовании. Модуль есть в математике. Математики четко знают, что такое модуль. Модуль в архитектуре тоже обозначен. Модуль в астрономии, модуль в механике, в цифровых технологиях, модуль в строительстве, модуль в электронике, физике и в других областях знания, в
техники, он встречается довольно часто и совершенно точно известно, что это такое. Что же такое все-таки модуль в образовании? Вот сейчас модуль в переводе с латинского означает «маленькая мера». Вот давайте сейчас с вами посчитаем, как же все-таки модуль трактуется в разных сферах знания и в разных областях техники. Я специально выделила некоторые слова. У вас есть блокноты и ручка. Вот я вам советую записать сейчас вот эти слова, которые выделены. И потом мы с вами вместе попробуем создать понятие модуля в образовании. Итак, в радиоэлектронной аппаратуре модуль – это функционально завершенный узел, оформленный конструктивно, как самостоятельный продукт. В информатике модуль – это функционально законченный фрагмент. Обратите внимание, что дважды уже повторяется одно и то же, да, функционально законченный. Фрагмент программы, оформленный в виде отдельного файла с исходным кодом или поименованной непрерывной ее части. В информатике же еще один модуль употребляется. Это модуль ядра, объект, содержащий код, который расширяет функциональность базового ядра. Космонавтика – модуль конструктивно законченная составная часть орбитального средства, предназначенная для реализации целевых, управляющих и обеспечивающих функций самостоятельно или в системе орбитального средства. То есть самостоятельно модуль может употребляться или в системе. Физика – модуль названия некоторых особенно важных коэффициентов или величин. И в архитектуре модуль исходная единица измерения, устанавливаемая для данного архитектурного сооружения, служащая мерилом для придания соразмерности отдельным частям здания. Но вот слово еще, которое подходит как бы по смыслу к модулю, это унификация. То есть эффективный метод устранения излишеств, многообразия, посредством приведения элементов и решения к однотипности. Многократное применение конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм и так далее. То есть вот основные понятия модуля мы с вами посмотрели. Теперь посмотрим, что же такое образование. Образование – это русское слово, которое по своему происхождению происходит от слова «образ». То есть образование – это создание образа, да, создание образа нашего ученика. Образ – это достижение, в переводе с греческого означает достижение определенной формы. Итак, как же толкуется словарями слово «образование»? Это единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта, деятельности и компетенций. Образование – это передача культурных знаний, осуществляемая посредством детских садов, школ, колледжей, институтов. Образование – это процесс, состоящий из воспитания и обучения, который направлен на формирование новых знаний, развитие способностей, навыков и опыта. Образование – это процесс усвоения знаний, обучения и просвещения. А результат образования – это образованный человек. Образованный человек должен быть экологический, он должен оперировать определенным объемом знаний и способен самостоятельно выстраивать причинно-следственные связи, заполнять пробелы в информационной системе. Так что же все-таки модуль в образовании? У кого-нибудь есть какие-то соображения? Не успели, да? Или есть? Очень продукт образовательного процесса, который, собственно, определяет, имеет единство, имеет единую цель и приводит к единому результату. То есть вот модуль, образовательный модуль, то есть мы начинаем с какой-то одной идеи, заканчиваем этой идеей, получаем продукт этой идеи. Ну вот такая трактовка есть. Еще есть что-нибудь? Пока нет, да? Ну тогда давайте пойдем дальше. Итак, как же, опять смотрим словари, энциклопедии, как трактуют модуль в образовании. Модуль – это логически выделенная в учебной информации часть, имеющая цельность и законченность и сопровождаемая контролем усвоения. Другая трактовка – модуль – это узел. Чувствуете уже перекличка, да, с другими.
трактовками, в котором учебное содержание и технология владения объединены в одно целое. То есть это узел, в котором учебное содержание и технология овладения этим содержанием. В состав модуля входит целевой план действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. И, наконец, модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и опять технология владения. То есть некоторая вариация. Надо сказать, что модульное обучение возникло не сегодня. На Западе о нем говорили, и оно уже было внедрено в 60-е годы, модульное обучение. У нас оно появилось впервые в 90-е годы. И вот когда я была еще учителем, работала в школе, преподавала изобразительное искусство и вела уроки в эстетических классах, и, в общем-то, была как организатором этих классов. И тогда мне посчастливилось, и я попала на семинар замечательного совершенно профессора Третьякова, который вместе с профессором Шамовой и другими разрабатывал технологию модульного обучения. То есть вот уже в 90-е годы была вот эта технология модульного обучения. Значит, слово «модуль» появилось в образовании, естественно, не сегодня, хотя сегодня оно очень широко распространено во всех предметах. Если вы смотрели проект новых государственных стандартов, то вы, наверное, обратили внимание на то, что все содержание образования во всех абсолютно предметах разбито на модули. Итак, что же такое, значит, технология модульного обучения, которая основывалась на уровневой дифференциации. Далее была разработана, это уже было позже, в 2000-е годы, блочно-модульная система обучения внедрялась. Здесь модуль являлся синонимом дисциплине или рабочей программе. Собственно говоря, то же самое сейчас в вузовских программах. У них учебный предмет в скобках модуль, вернее, а в скобках дисциплина. То есть это получается как бы то же самое, просто одно слово заменило другое слово. Значит, и, наконец, сейчас у нас следующий процесс развития модульного обучения – это модульное построение преподавания. Оно основывается на конструировании учебных модулей и дидактических материалов. Посмотрим, как это происходит. Но сначала все-таки мне хотелось немножко обратить ваше внимание на предысторию модульного образования, это на как раз технологию модульного обучения. В чем она заключалась, какова ее цель? Потому что очень интересно то, что, как мы сейчас посмотрели, модуль многообразен и используется в разных сферах, понятия модуля тоже многообразны, и, в общем-то, хотя в них есть нечто общее, тем не менее, они достаточно тоже широкую сферу имеют толкования. Так вот, то же самое мы можем говорить и о самом модуле в образовании. Вот смотрите, значит, цель технологии модульного обучения Третьякова заключалась в создании психолого-педагогических условий для успешного продвижения вперед в развитии учащихся с разным уровнем интеллектуальных и психофизических возможностей. Помните, я вам сказала сразу, что этот модуль основывается на уровневой дифференциации. Сущность этого модуля была в том, чтобы дать возможность ученику выбрать оптимальные условия обучения. Очень гуманная цель. С учетом своих индивидуальных качеств, то есть уровня подготовленности, способности, памяти, скорости выполнения заданий и другое. Эта технология развивалась по линии мотивация, знания, умения. Весь курс имел одну общую комплексную цель, то есть весь предмет или весь курс на год имел одну общую комплексную цель. Эта цель разбивалась на интегрирующие дидактические цели, то есть каждый модуль разбирался на отдельную цель. А дальше были частные дидактические цели, в которых задания давались по уровню дифференциации учеников. Первый вид заданий был репродуктивный, то есть самые слабые ученики могли выполнить репродуктивные задания и должны были в этом случае ответить на вопросы, что я делаю, что нужно сделать и как делать. То есть самое простое.
Второй вид дифференциации для более сильных учеников – конструктивный. И здесь ученики должны были ответить на вопросы, какую модель делают, для чего она нужна и как можно сделать лучше. То есть не просто ответить на вопросы, естественно, а в процессе работы своей. Они должны были выполнить эту модель, конечно, раз они ее делают, правильно? Они должны были сделать ее полезной. И они должны были понимать, как можно ее улучшить, эту модель. И, наконец, третий, самый продвинутый уровень – это творческий. И здесь ученики должны были ответить на вопросы, ну, естественно, в итоге своей работы, да, что я делаю нового, что нужно сделать нового и как сделать по-новому. Инновация здесь заключалась в переходе от информационно-рецептурных систем обучения, когда учитель дает информацию и диктует рецепт, как эту информацию использовать, к развивающему, самоуправляемому обучению. То есть, как вы видите, модуль очень интересный и полезный. Следующая система – это блочно-модульная система. Она состояла из 5 модулей. И в ней по взаимодействию человека с чем-то, с какой-то сферой. Например, человек-человек. Какие это могли быть предметы в школе? Ну, взаимодействие человека с человеком. Какие предметы в школе? Обществоведение, история, литература, правильно? Дальше. Человек-техника – это что? Ну, просыпайтесь. Конечно, это физика, это технологии. Ну, тогда технологий не было, там труд, например. Человек-природа. География, биология, окружающий мир, да. Человек-знаковая система. Математика это могла быть, да. Это какие-то элементы химии, там, физики тоже. Человек-художественный образ. Это наши с вами предметы. Ну и литература, если она преподается как искусство, а не как литература видения. Правильно? Так вот, в данном случае модуль объясняется как логически выделенная в учебной информации часть, имеющая целостность и законченность. При традиционном обучении система модуля объединяется в один предмет. То есть как бы предмет – это модуль. А блок – это часть учебного материала, выделенная по какому-либо признаку. Когда укрупняется блок, сжимается соответственная информация. На этом была построена система блочно-модульного обучения, чтобы сжать информацию. Модульная система обучения, модульное обучение – это способ организации учебного процесса на основе как раз блочно-модульных представлений учебной информации. То есть ее сжимали благодаря укрупнению модуля. Отличие модульного обучения от классической формы. То есть в чем здесь была инновация? Учебная информация делится на организационно-методические блоки. Вот почему я об этом говорю, вот сейчас отвлекусь на секунду, просто, Рима, почему я об этом говорю? Потому что мы же можем взять какие-то полезные наработки с прошлых вот этих открытий, с прошлых инноваций и использовать их сейчас. В том, что нам для нас ново, не очень понятно. Поэтому нужно знать, конечно, обязательно историю для того, чтобы, так скажем, хорошо строить наше настоящее и будущее. Второе. Каждый блок направлен на достижение определенной педагогической цели. Это тоже важно, это актуально для сегодняшних модулей. Используются индивидуальные программы обучения, задающие индивидуальную траекторию обучения. Самостоятельное поэтапное освоение обучающегося учебного материала и выполнение практических заданий. Опять вы видите самостоятельность. Функция педагога в чем состоит? Управление индивидуальной работой учащихся, консультирование. Оценка формируется путем накопления рейтинговых баллов из занятия и самостоятельной работы. Учитель в учебном плане самостоятельно распределяет количество баллов на каждый модуль за разные виды учебной деятельности, формы контроля, знаний. Сущность этого процесса была в том, чтобы ученик практически самостоятельно достигал конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. А для этого было 3 цели. Модули разбивались на 3 модуля. Это целевые модули, которые содержат сведения о новых явлениях и фактах. Это информационные модули, материалы учебника и книги. Это операционные модули, то есть практические упражнения и задания. И вот система модульного обучения, собственно говоря, строилась так, на принципах: модульность, системность, проблемность, опора на ошибки, обратная связь, нормирование и вариативность. Ученик должен был выбирать индивидуальный темп своего развития. Для этого надо было развивать в человеке
комплекс САМО. Что это такое? Это самостоятельность, самоконтроль, самомотивация, самоуправление, паритетность, инструментальность. А учитель между этим совершал, во-первых, помогал когнитивной визуализации материала, и, во-вторых, рейтинговый контроль совершал. Вот сущность этой модульной формы обучения была в том, что ученик самостоятельно изучает дисциплину, а педагог управляет его учебно-познавательной деятельностью. То есть организовывает учебный процесс, а также мотивирует, координирует, контролирует работу ученика. Какова же модульная система сегодня? Конечно, она очень сильно отличается от предыдущих, но это, можно сказать, требование времени. Поэтому никуда не деться, мы развиваемся, меняется взгляд на мир, меняется общество наше, и меняются наши дети, меняются способы передачи информации, поэтому, конечно же, меняется и система школьного образования в связи с этим. И вот каковы же модули сегодня? Функции модуля в системе российского образования сегодня. Модуль – это один из компонентов учебной программы. Модуль – это база для создания новых учебных программ. И модуль – это основа для формирования учебно-методических комплектов. Учебно-методические элементы модуля следующие. Это введение, это учебные цели, это базовые проблемы элемента, то самое, что называется кейсы сегодня. Текстовая и визуальная информация, упражнения, творческие задания. И, наконец, банк информации и заключения. В модульном обучении модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технологии овладения им. То есть опять мы возвращаемся к тому же. Модули, содержание и технология овладения этим модулем. Модульное проектирование учебного процесса состоит в конструировании учебных модулей и дидактических материалов. А состав модуля – это как раз вот то, что мы уже сказали, еще раз повторим. Целевой план действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. Значит, как же осуществляется технология модульного проектирования учебного процесса? Я хочу сказать сразу, что это не рецепт, то, что я вам говорю, это один из способов. Вы можете придумать свой, возможно, он будет более эффективным, чем то, что я вам сейчас даю. Возможно, он будет более полезен именно для вас лично, потому что если мы говорим об индивидуальности и личных интересах ученика, конечно, мы должны говорить об индивидуальности учителя. Так вот, модульное проектирование. В основе модульного проектирования лежит сочетание методов, форм и средств обучения и конструирование учебных модулей дидактических материалов, которые помогают, из которых уже потом происходит рейтинговая система контроля, а также проектируется содержание модулей. Все это действует на целевую установку и ведущие принципы технологии. Но вот здесь сверху в левом углу у нас расположена такая вот как бы сделанная от руки. Вот вы можете взять листочек просто бумаги, и на листочке для себя лично, не обязательно сейчас, это может быть потом, когда вы будете сами проектировать свою модульную систему, можете сделать, не писать, конечно, проектирование, содержание или целевая, а прямо пишите цель своего модуля, пишите, как вы будете проектировать это содержание, допустим, прямо по пунктам. То есть все это же самое, только не рецепты, как у меня здесь, а тот материал, который необходим именно вам для вашего конкретного занятия и для решения вашей конкретной цели. Каковы же принципы организации модульного обучения? Вот мои коллеги, которые этим занимались, они выявили 4 принципа. Это принцип модульности, который предполагает цельность, полноту и завершенность учебного материала, построенного в соответствии с дидактической целью модуля, интеграцию различных форм обучения. Это принцип структуризации содержания обучения на обособленные элементы. Так, ошибку увидела. Структура модуля характеризуется как совокупность отдельных элементов, каждый из которых имеет свою дидактическую задачу. В качестве единицы структурного элемента может выступать тема, раздел, который либо логически связан друг с другом, либо относительно самостоятельный. То есть вы, проектируя прямо сразу тему раздела, тему, и дальше вы их место находите в общей структуре вашего урока.
Принцип гибкости, реализация индивидуального подхода к обучению благодаря адаптации содержания к индивидуальным особенностям обучающихся. Видите, внимание к индивидуальным особенностям обучающихся никуда не ушло, оно остается. И поэтому, конечно же, модули надо проектировать в связи с тем, какие у вас ученики. Особенности класса, особенности региона должны учитываться, и особенности каждого отдельного ученика. И реализация этого принципа связана с проведением входной диагностики, позволяющей выявить индивидуальные потребности обучающихся. И, наконец, принцип динамичности, который дает возможность оперативно вносить изменения и дополнения в предметное содержание. Так, как обратно мы вернемся? Ага. Правила модульного проектирования учебного процесса. Ну, еще раз я говорю, что это не рецепт. Это, конечно же, сейчас как бы все в развитии идет, все развивается. И, конечно, эти правила, они достаточно условны, но они могут вам помочь. Содержание учебного процесса компонуется вокруг базовых понятий и методов модуля. Содержание характеризуется целостностью и практической значимостью. Изложение информации и выполнение учебно-творческих заданий должны быть систематичны и логично выстроены. Это обязательно должно быть. Учебный план наглядно представлен. Наглядность, мы знаем, это один из основных принципов дидактики. Модуль или элемент модуля должен приносить пользу, вызывать интерес, формировать практические навыки учащихся. Вы знаете, что сейчас без формирования практических навыков никуда. Задачи, решаемые в модуле, сложные, но достижимые. Прохождение модуля, вот это тоже очень важно, что задачи должны быть на уровне определенной сложности, опять же, в зависимости от индивидуальных качеств и особенностей ученика. Для кого-то они должны быть более легкие, для кого-то посложнее, но при этом они должны быть обязательно достижимы на данном уровне. И прохождение модуля каждым ребенком определяет его личную историю успеха, которая создается через преодоление трудностей. Создать ситуацию успеха — это значит помочь ученику перейти от «как это» к «у меня получилось». Что же здесь принципиально новое в сегодняшнем взгляде на модули? Модульная система преподавания предполагает коучинговый подход. Коуч, от слова английского коуч. Подразумевая, что коуч — это не просто учитель, а профессионал, который оказывает ученику помощь в определении его целей, вдохновляет ученика, мотивирует и поддерживает его ответственность за достижение желаемых результатов в живописи, в скульптуре, в музыке и в том направлении, в том модуле, который выбирает учитель. Специалист может выбрать доминирующий модуль, которым владеет в совершенстве. Однако в процессе обучения по модулю обучающиеся должны познакомиться и с другими, с основами других модулей обязательно. Модуль — это набор кейсов. Вот видите еще одно определение модуля. Модуль — это набор кейсов. Учитель может ставить перед учеником разнообразные проблемы, использовать жизненные или мифологические ситуации, брать материалы из другого модуля, интегрировать его, представлять визуальные материалы или предложить ученику самому найти их, ну и так далее. Здесь очень большой, широкий и интересный может быть круг действий. Что же такое коучинг? Вот посмотрите, я специально выбрала такую картинку. Взрослая рука рисует лесенку, а ребенок по ней поднимается вверх. Вот что это такое, если образно об этом говорить. Мы его или тянем, или подталкиваем к тому, чтобы он все-таки освоил что-то новое. И коучинг — это искусство создания среды, которая облегчает детям движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение. Это цитата из головы автора этого подхода. Итак, коучинговый подход. Он как бы инициирует появление таких навыков, как soft skills, сейчас это называется. Вот у нас сейчас много иностранных слов модных вошло в наш быт, в нашу деятельность, и профессиональную сферу тоже. Но вот эти слова, никуда от них не денешься, нравятся они нам или не нравятся, но они сейчас везде, и поэтому надо все-таки их знать и понимать. Что же это такое? Soft skills — это в переводе с английского означает мягкие навыки. Это базовые коммуникативные навыки,
основанные на эмоциональном интеллекте и художественно-творческой деятельности. Это навыки художественного восприятия и мышления, это личная мотивация к творческой деятельности, это умение планировать свою деятельность, доводить до конца задуманное. Но это часть, естественно, этого понятия, можно, в принципе, его продолжать толкование дальше. Но самое главное то, что вот это самое знаменитое и важное сейчас soft skills, посмотрите, все это формируется на наших предметах. Правильно? Что же такое hard skills? Это другое направление, как бы противоположное. Это от английского перевода означает твердые навыки. Так вот это как раз набор профессиональных навыков и умений, связанных с технической стороной деятельности. Такие навыки можно продемонстрировать. Экзамены существуют, тесты существуют. Вот это навыки те самые, которые проверяются тестами и экзаменами. А вот мягкие навыки их проверить сложно. Можно наблюдать, можно беседовать, можно как-то с человеком общаться. Вот только в этом случае мы поймем их, насколько развиты мягкие навыки. Тестировать, ну, может, в тесте где-то иногда можно. Но это должны специальные психологические какие-то определенные тесты быть. Так вот, считается, что hard skills осваиваются в более высоком темпе. То есть их быстрее можно освоить, чем soft skills. Поэтому наша с вами задача, как учителей искусства, усложняется, и наибольшая ответственность нам с вами, естественно, на нашу долю выпадает в формировании вот этих навыков. У нас мало часов, но работы много. И, собственно говоря, она еще более ответственна и более значима, может быть, для социума, чем работа тех, кто формирует hard skills. Хотя мы тоже hard skills формируем. Давайте еще раз посмотрим вот на этот незнакомые все-таки или мало знакомые термины. Hard skills и soft skills. Ну вот там была картинка у меня, где вот такая, эти представлены были, давай еще верну на секунду. Вот посмотрите, представлены, ну какие-то такие вот, что-то в виде полушария головного мозга. Сейчас об этом уже не очень говорят, но тем не менее, это так, действительно, вот эти твердые навыки, они формируются логически, рационально-логическим мышлением, они формируются поэтапно или дискретно. Такие навыки формируются. Решаем задачу по этапу, правильно? Пишем предложение словами, то есть тоже по этапам. Рассказ создается из предложений, то есть тоже по каким-то этапам. А вот художественное мышление, оно схватывает мир одномоментно, пространственно, или континуальность такое слово, пространственное схватывает мир. И вот это только художественное мышление. И вот именно оно формирует soft skills. Вот как раз здесь на картинке это показано. Итак, hard skills и soft skills. Hard skills – это технические навыки, работа с оборудованием, управление процессами, анализ и цифры. И это все входит в технологии, регламенты, стандарты. Soft skills – это коммуникативные навыки, это работа с людьми, это управление отношениями, это ощущения, которые человек испытывает, это экспертиза, которая иногда строится на личном интуитивном восприятии. Это искусство, это интуиция, это опыт. Это как раз все то, что связано с искусством. Это то, что нам близко, знакомо, и то, что мы должны сделать близким и знакомым нашим детям. Hard skills, итак, еще раз, он нужен для его владения важны логика, интеллект, математика, тренинг. Но мы же не можем сказать, что для искусства не нужен тренинг, правильно? Мы не можем сказать, что для искусства не нужна логика или там интеллект. Тоже нужны. Поэтому, собственно говоря, вот это искусственное разделение, должны две сферы мозга работать одинаково, две сферы мышления должны работать гармонично. Только тогда мы можем получить действительно образованного, действительно культурного человека. Не случайно Эйнштейн говорил, что человек, у которого не развито эмоционально-образное мышление, никогда не воспримет эврика в своей области знания. Вот, потому что он верил, он был прав абсолютно, что открытие науки совершают только люди, которые еще и владеют каким-то искусством. И умеют, Эйнштейн играл на скрипке, например, прекрасно. Вы все это знаете. Так вот, дальше. Наличие уровня твердых навыков проверяют при помощи экзаменов и аттестации. Это уже говорила я. Практически они не изменяются. Твердые навыки практически не изменяются.
независимо от того, в какой среде, компании, коллективе находится человек. То есть если он умеет водить машину, какой бы компании он ни был, он ее умеет водить. Если он умеет забивать гвозди, он их умеет забивать, правильно? Даже если он несколько лет этим молоток в руках не держал, все равно гвоздь забьет. Так вот, приобретаются они путем анализа и запоминания готового материала. То есть лекции, книги, аудио, видеоматериалы, выполнение заданий и упражнений. А вот мягкие навыки гораздо сложнее получить, потому что здесь важен высокий коэффициент эмоционального интеллекта. Важно проявление мягких навыков, можно отследить, сложно отследить или измерить их. Требуют они адаптации под конкретную аудиторию и ситуацию, мягкие навыки. То есть они не настолько, так скажем, в каких-то рамках и границах, они выходят за эти границы. Итак, формирование навыков основано на личном опыте. Это тоже важно, потому что все искусство тоже основано на личном опыте. Итак, основные задачи модуля – это привлечь детей к исследовательской и творческой деятельности в том направлении, в которое указано в модуле. Показать им, что искусство, художественное творчество интересно и перспективно. Ну, я для примера вот сделала такую табличку. Здесь посмотрите. В первой графе это модуль и тема в модуле. Тем в модуле может быть много. И вот модуль, я взяла для примера графику. Графику в начальной школе. Что там, значит, тема какая? Тема может быть любая, она зависит от учебно-методического комплекта, от автора, от учебников и даже и от учителя тоже, потому что учителя пишут свои рабочие программы. Я взяла свой учебник, он, к сожалению, сейчас не прошел, когда-то в ГОС прошел и экспертизу министерства. Сейчас они не прошли, но просто я на примере своего, мне так легче вам объяснить. Ну да, на сегодняшний день, вот мне подсказывает наш директор, что на сегодняшний день, да, они не вошли в перечень. Может быть, еще войдут. Я на это очень надеюсь. Каждый год перечень обновляется. Да, перечень будут обновляться, все зависит от издательства. Если издательство, к сожалению, маленькое, и поэтому маленьким издательствам сейчас труднее пробиться на рынке. И вот если издательство сумеет это сделать, то учебник пройдется. Учебники, в общем-то, на мой взгляд, я учитель с 30-летним стажем, и как учитель с 30-летним стажем, я считаю, что учебники хорошие. Вот. И, значит, потому что я их делала так, как мне нужно было на уроках, под себя, то есть, можно сказать. Так вот, как раз я хочу показать пример, именно тему взяла из своего учебника. У меня второй класс посвящен теме азбука изобразительного искусства. Здесь дается художественный образ, об этом мы будем говорить на лекциях еще завтра, по-моему, лекция такая будет. Здесь говорится о средствах художественной выразительности языка разных видов изобразительного искусства. Ну вот я остановилась на графике. Урок так и называется. Линия, штрих и художественный образ. Хочу просто пример привести, чтобы вам было понятно, что это такое вот модуль. Ну вот, линия, штрих и художественный образ. Видите, линия, штрих, художественный образ. Так называется этот урок. Значит, что же здесь? Количество занятий дальше табличка. 3 занятия этому посвящены. Проблема какая ставится? Как с помощью языка графики создать художественный образ? Цели и задачи решаются. Познакомить с графическими материалами, освоить способы передачи эмоционального состояния языком графики. Hard skills какие формируются? Это знание графических материалов, то есть твердые навыки, да? Знание графических материалов и средств художественной выразительности, графики, линия, штрих, пятно, точка. То есть понятно, что если они это узнают, они это узнают всегда. Что средства графики, линия, штрих, пятно, точка. Soft skills, какие мягкие навыки? Это личная мотивация к творческой деятельности, отзывчивое отношение к окружающему миру. Потому что мы говорим о том, как передавать природу средствами графики, мы говорим о том, как изображать животных. Вот следующее задание – пятно. Первое задание – это штрих. Там характер штриха, как с помощью характера штриха передать настроение. Второе пятно. Они делают пятно на бумаге, потом они его отпечатывают одной красочкой, а потом с помощью линии его дополняют. И получаются вот такие забавные зверюшки у них. Внизу вы видите на правой стороне от вас. Значит, и следующий, третий урок, это с помощью
Называется «Создаем художественный образ графики». Здесь уже художественный образ. Они создают образ птицы графическими средствами. Вот вы можете посмотреть. Я не успела, к сожалению, отсканировать это, поэтому показываю в учебнике. Вот с помощью, и это 2 класс, это работа детей 2 класса. На бумаге формата А3. Деревянной ручкой. Так, следующая тема. Живопись, цвет и художественный образ. Я 2 темы взяла просто для примера. Вот графику и живопись. Здесь 4 урока. И проблема такая, как с помощью языка живописи создать художественный образ. Значит, цели и задачи познакомить с материалами живописи и освоить способы передачи эмоционального состояния языком живописи. Знания, какие они получают, твердые навыки, hard skills. Это знание материалов и средств художественной выразительности, живописи, цвета, основные, составные, холодные, теплые. Вот этому они учатся во 2 классе. Знания, так скажем, на этих уроках. Значит, дальше. Там потом еще будут уроки с добавлением черного и белого, но пока вот эти уроки. Дальше. Мягкие навыки – это личная мотивация к творческой деятельности. Это должно быть на каждом уроке искусства. Отзывчивое отношение к окружающему миру и совместная работа, коммуникативные навыки. Потому что на одном из уроков они создают совместную коллективную работу. Оборудование, слайды, работы, ключевые релика, теплые холодные цвета. Вот опять же, это у меня. Вот какой-то другой автор и другой книга будет это звучать, может быть, совсем по-другому. Так, сейчас я вам тоже это покажу. Ну, вот. Цвет и художественный образ. Сначала, какие есть цвета основные, как мы можем получить из этих основных цветов составные цвета, смешивая их между собой. Потом с помощью вот этих 3 цветов основных учитель на большом листе ватмана рисует дерево. Это дерево на доске прикрепляется. И дети обводят свои ладошки. Задание такое. И, вернее, даже это не так. Они сначала на листе основными цветами делают, вот у них только 3 цвета открыты. Это основные синие, желтые и красные. И пользуются не только 3 цветами. И они получают вот такое многообразие палитры, делают просто смесь на листе. Потом, когда она высыхает, они прикладывают ладошки, обводят, и эти ладошки вырезаются учителям или дети сами, если они могут это сделать. И потом это наклеивается на общее дерево. Получается такое шелестящее дерево. А в тетради еще рабочей есть такое задание. Там показано такое дерево с ладошками раскрашенными и с ладошками, вырезанными из цветной бумаги. И вопрос детям, чем отличаются эти деревья. И дети очень хорошо сразу видят, что когда из цветной бумаги вырезано, дерево, такое застывшее, декоративное застывшее. А когда вот эти ладошки, дерево как бы шелестит листвой, потому что свет, тень, разнообразные цвета получается. То есть дерево живое, и дети это видят. То есть вот мы как бы на каждом уроке постепенно, тихонечко приводим к понятию художественного образа. Так, следующий урок – теплые и холодные цвета. Урок они делают, изучают, что такое теплые цвета, как можно ими пользоваться, что из них сделать. Вот они рисуют, создают образ солнца. И тоже очень интересно, у одного солнца получилось жгучее, такое сжигающее все, палящие лучи, а у другого солнышко веселое и радостное. То есть вот тоже дети создают образ уже, вот здесь как хищные такие вот лучи, видите, вот солнце. А следующий урок они делают в аппликации. Здесь такой вопрос. Вспомни, какие сказочные образы связаны с холодными цветами. Дается табличка, это для развития речи, словарик, чтобы им легче было работу Рейха интерпретировать. А слова такие. Высокий, низкий, снежный, радостный, печальный, величественный, застывший, холодный, задумчивый, спокойный, веселый, быстрый, страшный, мечта. Специально разные слова дают, чтобы они могли выбрать. То есть слова, которые могут их еще и запутать. Не все слова можно использовать отсюда. Вот. Ну и плюс они, конечно, тут же по ассоциации вспоминают другие слова, которые они знают. Это тоже очень важно и хорошо, потому что дети развиваются речь у детей. Они учатся говорить, они учатся внимательно смотреть, потому что они пытаются найти в этой картине то, что выражают данные здесь слова. То есть внимательно смотреть на эту картину. И потом им дается такое задание.
в одной из сказок, вспомнил, какие сказочные образы связаны с этими цветами. Что выражают эти цвета? В одной из сказок мальчик складывал навоз из остроконечных единых слов. Вспомни, как называется эта сказка, и что задание выполнял мальчик. И задание сложить из кусочка цветной бумаги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Какая она, добрая или злая? И вот это работа детей. Они складывают эти льдинки, и получается, видите, они все безошибочно убирают острые вот эти вот конечки и говорят, да, она злая, потому что острые в конце этих бумажек. То есть они уже понимают, что и форма может создать образ, и цвет может создать образ. Итак, модульное обучение на уроке искусства. Это преподавание предметной области искусства, основанное на сквозных модулях, о которых говорила уже Екатерина Михайловна. И эти модули позволяют школе выбирать свои варианты модульного обучения, исходя из возможностей учителя и интересов обучающихся. Ну вот я сделала здесь такую схемку, она похожа немножко на гриб. Ножка это база, здесь базовый модуль. Он поменьше, чем вариативный, потому что вариативный, естественно, больше, шире, вариантов много. Но что здесь важно, то что базовый компонент залезает на вариативный. Обязательно мы пользуемся теми знаниями, которые дети получают на уроках базового компонента. Ну вот здесь такая вот представлена кубическая модель модульного проектирования содержания общего художественного образования по изобразительному искусству. Но вот эту модель как раз я когда-то спроектировала, ну не когда-то, не так давно, потому что это все, чем мы этим занимаемся, не так давно. Значит, в чем она состоит, в чем ее идея? Это опять же не рецепт ни в коем случае, таких моделей может много, может быть вы что-то более интересное придумаете. Вот посмотрите, в чем она состоит. От кубика Рубика ее отличает следующее. В кубике Рубике каждый кубик разного цвета, а здесь каждый кубик это модуль, он имеет свой цвет. Модуль живописи зеленый, модуль графики серый, модуль скульптуры охра, модуль архитектура желтый, ДПИ красный, восприятие искусства голубой, азбука цифровой графики сиреневый и интегративный проект. Но этого модуля нету, здесь я его как бы, ну мы знаем, что все, что хорошо, то, что красиво, то, что гармонично и считается симметрично. Даже математики считают, что если формула красивая, значит она правильно, верна. Вот поэтому здесь я как бы добавила интегративный, но его можно использовать как дополнительный модуль, сейчас я расскажу как. Значит, в чем заключается эта идея? Кубик Рубика же вращается, и относительно вертикальной оси, и относительно горизонтальной оси, правильно? Здесь то же самое. Если бы сделать модель этого кубика можно было, то он бы тоже вращался относительно и вертикали, и горизонтали. В центре стоит идея автора, авторской программы. Мы знаем, что у каждого автора учебника, у каждой линии учебников есть свой автор, своя идея обязательно. Иначе бы все учебники были бы одинаковые, на одно лицо. Есть идея. Вы пишете свою программу, когда рабочую, наверняка тоже какую-то идею вкладываете, свои какие-то знания, умения, свои желания, наконец, чему вы хотите детей научить, и свои ценности, конечно. И поэтому идея автора, конечно, обязательно в центре стоит. Вокруг нее как бы вращается все остальное, и они придают какие-то, ну, какой-то легкий запах всем остальным модулям. Значит, в центре, вот боковая часть, вот это. Здесь написано первый класс, второй, третий. Ну, я просто сделала модель для начальной школы. Для основной школы она делается точно так же. Так вот, там столько же модулей. Значит, вот эта часть, она не заполнена. Это если учитель выбирает какой-то модуль, он может дополнить вот это как раз, и вокруг этого модуля и будет крутиться, вокруг горизонтально. То есть вокруг идеи автора и вокруг того модуля, который выбирает учитель как доминирующий. В развертке это выглядит следующим образом. Кто изучал когда-то черчение в школе, люди постарше, они понимают, что такое развертка куба. Молодые, наверное, не очень это понимают. Но, в общем, развертка куба, внизу, в основании этого куба лежит главные изобразительные средства искусства. Я специалист по изобразительному искусству, поэтому я брала свое, конечно. Музыканты пускай меня извинят.
язык искусства, общее специфическое, виды, жанры, стили, хотя это к музыке подходит, художественные материалы и культурные коды, которые свойственны той или иной стране, тому или иному стилю, тому или иному искусству. Значит, это в основе лежит. Сверху, вот мы видим, это авторская идея. А дальше по классам распространяются как раз вот эти вот цвета и вот эти живопись, графика и так далее. И их можно дополнять, их можно переставлять, их можно крутить, как я понимаю, вокруг вот этой и авторской идеи, и того модуля, который вы выбираете доминирующим. Здесь, в общем-то, идея достаточно демократичная для учителя, потому что если учитель хорошо владеет и любит очень, например, декоративно-прикладное искусство, он может, работая по программе, некий акцент в сторону своего модуля декоративно-прикладного искусства. В этом случае он дополняет вот эти вот пустые, вот это, и интегрированные проекты, то есть 8-й модуль, тоже делает по декоративно-прикладному искусству. Если учитель любит живопись, например, соответственно, он дополняет еще одну живопись, и интегрированные проекты у него крутятся вокруг, естественно, на тему живописи, ну и так далее. Если учителю очень нравится искусствоведческий какой-то материал, восприятие искусства, такой модуль сейчас тоже есть в начальной школе, тоже учитель, значит, этим занимается. И вот внизу вы видите черным коричневым цветом выделенные надписи этой кубической модели модульного проектирования содержания общего художественного образования. Черным цветом это основное, то, что входит в учебный план школы, а коричневым цветом это то, что предлагается в дополнительное образование, во внеурочную деятельность. Это те самые модули, которые войдут уже в внеурочную деятельность и которые будут дополнять. И тоже можно выбирать здесь. Моделирование уроков изобразительного искусства в начальной школе. Другая модель. Вот вы видите здесь другую модель. Посмотрите, пожалуйста, модули начальной школы. Модуль, их всего 7. Модуль, поэтому я добавила 8-й интегрированный проект. Модуль декоративно-прикладное искусство, модуль графика, модуль живопись, модуль скульптура, модуль архитектура, модуль восприятия произведений искусства и модуль азбука цифровой графики. Жесткого распределения по часам теперь для этих модулей нету. То есть это учитель может тоже каким-то образом варьировать. Он дает базовые понятия, входят. И вот опять же базовые понятия каждого конкретного модуля. Вы можете здесь расписывать уже, как вы считаете нужным. И художественная деятельность по модулю расписывается непосредственно уже автором учебника или учителем, который составляет свой учебный план на год, на четверть, на неделю и так далее. Моделирование уроков музыки в начальной школе. Модуль элементарная теория музыки, модуль народное музыкальное искусство, модуль хоровая музыка, модуль разновидности оркестров, модуль синтетические виды искусства, музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам. И так сюда также точно так же, дальше все то же самое. Базовые понятия и художественная деятельность по всем модулям. Расписывается учителем конкретно для каждого урока. Для всех модулей базовые понятия. Это виды здесь, значит, сверху даны виды изобразительного искусства, жанры, композиции, основа цветоведения, пропорции. И дальше идет, по горизонтали мы видим, первый, значит, орнамент, ритм, художественный, что там у нас, промыслы, да, и стилизация. Дальше идут линия, штрих, пятно, силуэт, иллюстрация, гравюра. Это графики, к модулю графики, да. Следующий модуль, основные составные цвета, тон, цветотень, это живопись, объемная композиция, пространственная и так далее. То есть каждый модуль расписан. Музыка. Значит, начальное общее образование. Модули, опять те же самые модули в левом столбце, которые я сейчас уже назвала вам. И каждый модуль, направление каждого модуля. Дается краткая аннотация каждому модулю. Ну, книжечки им дали, да, у них есть эти книжечки. Да. И в раздаточный материал книжечки вам положили, так что вы сможете просто потом сами с этим познакомиться, читать не нужно сейчас. И изобразительное искусство, то же самое, модули даны и аннотации книг. Ну вот тоже я хочу опять как бы остановить внимание
на модуле графика. Итак, как же он раскрывается? Во-первых, сначала базовые понятия идут. Ну, какие базовые понятия здесь мы взяли? Графика и сфера ее применения. Рисунок, оформление книги, открытки, реклама. Виды графики: уникальные и печатные, станковая, плакатная, рекламная. Афиша, гравюра. Какие виды гравюры в начальной школе надо детям знать? Картонная гравюра. Можно знать линогравюру и ксилографию, но, конечно, их не делать. Картонную гравюру в 3-4 классе они вполне в состоянии сделать и легко ее отпечатать. Иллюстрация, открытка, плакат, материалы графики, карандаш, фломастер, пастель, уголь, сардина, восковые мелки, гелевая ручка, тушь, перо, резец, штихель, доска, лист, линолеум. Раз я время свое уже истратила, нет, ничего. Мне показалось, мы часы посмотрели. Хорошо. Значит, так. Значит, естественно, резать они еще не будут, но рассказать им о том, как линогравюра получается, показать можно. Вот, а остальные виды графики они могут делать сами. Значит, в этот же модуль входит мультфильм, раскадровка, язык графики, композиция, линия, штрих, пятно, обобщение, ритм, симметрия. То есть вот это те базовые понятия, которые дети в начальной школе должны знать по модулю графика. Цель модуля – это понимание обучающегося специфики искусства графики и получение опыта учебной и художественной творческой деятельности графическими материалами. И дальше расписываются задачи модуля. Это тоже у вас есть. В ваших книжечках это есть. У меня время есть еще или нет? Еще полчаса, да? Хорошо. Ну, не будем это читать, потому что это не всем интересно, здесь же музыканты сидят. Поэтому не будем на это задерживать внимание. Предметные результаты модуля. Это эмоционально ценностно и осмысленно воспринимать образы искусства, выраженные на языке графики. Собственно говоря, эмоционально ценностно и осмысленно воспринимать образы искусства – это важно для любого вида искусства и для любого искусства вообще. Ему для музыки и для живописи, для театра, для любого вида искусства. И поэтому в данном случае на языке графики вы будете на языке там, звука, движения и так далее. Воспринимать и аргументированно оценивать произведения графического искусства как основу формирования навыков коммуникации. Уметь выполнять рисунок или схему для пояснения своей мысли, идеи, маршрута. Это уже чисто графическое. Понимать графические знаки. Это тоже важно, потому что в современном мире все дети с компьютером работают, там графические знаки. Все дети ходят в магазины, там пиктограммы везде развешаны. То есть понимать, знаки дорожного движения, это тоже графические знаки, это тоже пиктограммы, их тоже надо уметь понимать. Поэтому это очень важно. Использовать рисунок, набросок или зарисовку для развития наблюдательности, способности к анализу и структурированию визуального образа. Понимать и интерпретировать общепринятые знаки и символы, выраженные в графической форме. Активное отношение к интерпретации и созданию графических образов. То есть они сами могут интерпретировать и создавать графические образы. Умение создавать художественный образ графическими средствами. Готовность к выражению своего отношения к новому знанию графическими средствами. И работать с визуальной информацией, выраженной графическими знаками. Это уже относится и к компьютеру в том числе, и к дорожным знакам тоже в том числе. Итак, модуль. Вот еще, пожалуйста, одна трактовка модуля. Модуль – это набор кейсов. А кейс технологий направлен на решение задач из реальной жизни и развитие у детей soft skills и hard skills. Посмотрим, как же происходит кейс-моделирование. Кейс – это английское слово. Оно означает описание реальной или смоделированной практической ситуации. То есть как бы обучение осуществляется по принципу. Типичная ситуация и пример этой ситуации. А дальше выводятся правила. То есть не сначала мы зубрим правила, учим, а потом начинаем смотреть, как его использовать. А мы сначала из жизни берем какую-то ситуацию, ее рассматриваем со всех сторон, с разных позиций, а потом обобщаем ее и на основе обобщения делаем заключение, вывод, какое-то правило. И второе значение слова «кейс» – это набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях – печатных, аудио, видео, электронные материалы, которые выдаются учащимся для самостоятельной работы. Кейсы – это ситуации, которые содержат и требуют проблему усвоения знаний и формирования умений
в результате активной самостоятельной деятельности. Это сейчас очень модные слова. И вы знаете, что у нас сейчас из иностранных слов, но бывают в русской истории такие периоды, когда приходит очень много иностранных слов. Такие периоды были во времена Петра Первого. Вы знаете, слово «командировка», «квартира» и многие-многие другие наши слова, которые в нашем языке прижились, и мы их считаем чисто нашими, на самом деле когда-то при Петре Первом пришли на Русь впервые, и впервые услышали люди. Но они здесь адаптировались, прижились и получили свою трактовку. И мы теперь не можем как бы без этих слов уже обойтись в жизни. То же самое и сейчас, ведь мы переживаем очередной период, когда в наш русский язык вторгается очень много иностранных слов. Ну, никуда от этого не денешься. Мы живем в большом мире, мы должны как-то с этим миром какие-то коммуникации поддерживать. И таким образом мы тоже берем у них что-то полезное для нас. Возможно, когда-то мы поймем пользу от этого. Пока мы не очень понимаем и иногда сердимся и ворчим на то, что слишком много иностранных слов у нас появляется, неужели нет хороших, достаточно понятных русских слов, достаточно для нас понятных. Но, тем не менее, это тенденция времени. Если мы хотим быть в тренде, еще одно слово, да, то мы должны пользоваться этими словами, по крайней мере, понимать их смысл. И потому что дети наши понимают эти смыслы. И для того, чтобы нам говорить с детьми на одном языке, мы тоже должны понимать, что они означают. Итак, кейсовая ситуация. Значит, вот эти кейсы как раз тоже вот эти новые слова. Кейсовая технология обучения – это обучение действием. Вот что самое главное. Это не просто слова, это обучение в действии. Спасибо за внимание. Да. Вы можете вопросы задать. Я шли на взлет или мы только загорелись? Есть какие-то вопросы, есть возможность немножко подискутировать. Дело в том, что я хочу немного прокомментировать доклад в поддержку лектора в силу того, что вот та сегодня информация, которую мы получили на лекции, она сейчас до нас практически не доходит, особенно в области искусства. И она на самом деле очень полезная и очень новая. Я думаю, даже если вы сейчас ее не принимаете, это не значит, что ее не надо рассмотреть и внимательно проработать. Потому что если рассматривать сегодняшний ВОЗ, то, скорее всего, вот эти технологии, они уже актуальны и они уже активно внедряются. Модульная система, она внедряется в систему дополнительного образования. То есть она уже идет. И поэтому наша задача как можно внимательнее посмотреть вот этот информационный ресурс для себя, осознать его и принять ко вниманию, принять к практике, потому что материал в самом деле полезный. Это я вот в оценке того, что я сама этот материал постоянно ищу, а сейчас мне просто вот так концентрированно все это преподали, и я думаю, что я буду использовать ваш ресурс именно вот в этой работе. И я хочу еще сказать, что мы продолжим на мастер-классе еще, потому что там мы поработаем как раз и с модулями, и с кейсами. То есть вы сможете уже практически понять, что это такое, и сами это сделать. Коллеги, если есть вопросы, если вопросов нет, у нас немножко в связи с тем, что у нас как бы меняется время, у нас сейчас кофе-пауза, и потом мы встречаемся с вами на практикуме. То есть время на практикуме, там у вас немножко побольше времени на чай будет. 12. Да, 12 часов мы собираемся в 103-й аудитории здесь.
Так, ну что, коллеги, давайте мы начнем. Сейчас у нас вторая часть нашего семинара, и сейчас у нас предстоит два практикума. Но прежде чем я объявлю практикум, я все-таки дам слово Екатерине Михайловне, она должна кое-что вам сообщить. Спасибо. Уважаемые коллеги, я знаю, что вы стремитесь к этому. Сертификат с печатью и подписью, я сейчас сяду, послушаю своих коллег и в перерыве в обеденном сяду, все подпишу и проставлю печати. Вы обязательно получите. А то, что вы принимали участие в установочном семинаре и так далее, количество часов 8 часов на нашем круглом столе, где мы с вами будем уже знакомиться, общаться, задавать друг другу вопросы, и нам очень важно будет этот диалог. Поэтому я с удовольствием всем там вручу сертификаты. Хорошо? Это первое. Второе. Хотела бы рассказать о том, что в нашем Институте художественного образования и культурологии есть журнал. И журнал непростой, журнал научный и входит в перечень ВАК, Высшей аттестационной комиссии. То есть публикации в этом журнале нужны нам и как для отчетности, я имею в виду людей, которые там публикуются, и для защиты по кандидатским диссертациям, по докторским. Ну, я думаю, что все знают, что такое ВАК-журнал. Я очень коротенькую сделала презентацию, чтобы вас познакомить. Очень просила Наталья Геннадьевна это сделать. Так. Итак, педагогика искусства – это сетевое педагогическое научное издание, то есть это размещается в интернете, да? Не печатное издание, а именно сетевое. Учредитель, как я вам сказала, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение, Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, и адрес сайта издания вы видите и можете его сфотографировать на телефон. В составе редакционного совета издания российские и зарубежные ученые из Венгрии, Польши, Чехии, США и так далее. Главный редактор, доктор педагогических наук Алексеева Лариса Леонидовна. Журнал издается с 2006 года, и мы в очередной раз вошли в перечень ВАК вот в этом году.
публикует статьи, подготовленные по результатам исследований научных и педагогических работников, то есть не только научные работники, но и педагогические работники могут у нас публиковаться. В печати принимаются обзоры отечественных и международных исследований, аналитические научно-методические разработки по проблемам гуманитарных исследований. Издание зарегистрировано в Международном центре ICCN в Париже и выходит 4 раза в год, то есть каждый квартал у нас 4 номера журнала. Как я уже сказала, включен в перечень лицензируемых научных изданий ВАК распоряжение Минобра науки Российской Федерации от 28 декабря 2017 года. Порядковый номер, по-моему, там все нам указали. Тематики журнала в соответствии с паспортами научных специальностей. Это теория и методика обучения и воспитания, 13.0002, художественное воспитание в дошкольных учреждениях, в общеобразовательной высшей школе. Теория и методика профессионального образования, это 13.0008. Теория и история искусства, искусствоведения, 17.0009. Теория и история культуры, культурология, 24.0001. То есть я обозначаю вам 3 направления. Это педагогика, это культурология и это искусство. То есть все они у нас подтверждены, поэтому тематики обширные. Рубрики журнала. Актуальные проблемы педагогики и искусства, культурология образования, художественное образование, эстетическое воспитание, социология и психология художественного образования, культура, личность, творческое, эстетическое развитие, художественная одаренность, проблемы решения, информационные и коммуникационные технологии художественного образования, интегрированное обучение по художественному воспитанию, художественное развитие. То есть поступает ваша статья, мы рассматриваем, в какую рубрику она может войти по своей тематике, и вот рубрики я вам обозначила. Теория и дальше рубрики журнала «Теория и методика профессионального образования», современные исследования в художественном образовании, искусстве и культуре, культурные ценности и художественная культура, литература в образовании, театральная педагогика, музейная педагогика, музыкальное образование, кинообразование, изобразительное искусство в образовании, хореографическое искусство в образовании, народное искусство, детское художественное творчество, творческое развитие личности, классическое наследие искусствоведения, педагогики, культурологии, технологии, формы и методов художественного образования, выдающиеся деятели культуры, педагогики и искусства, из опыта зарубежной педагогики, искусство, художественного творчества, художественные эксперименты. Видите, насколько широко мы можем к себе принять статьи, а самое главное, вы еще также, зная вот эти рубрики, понимаете, что журнал достаточно интересный, и тем более в интернет-пространстве покупать его не надо, а можно просто зайти и посмотреть, для себя самих поинтересоваться, полюбопытствовать, что-то полезное найти. Ну и, соответственно, я говорю о том, что учредитель журнала Федеральное государственное бюджетное научное учреждение. Так, с этим мы закончили. Второй журнал. Значит, по ВАК журналу поняли. Следующий. У нас еще есть один журнал. Называется он «Учитель музыки», поэтому, наверное, будет интересно именно для музыкантов. «Учитель музыки» входит в РИНС. Это не ВАКовский журнал, это РИНСовский журнал. Учредитель также за художественное образование и культурологии. Главный редактор Марья Дмитриевна Кабалевская. Президент Николаевского фонда Дмитрия Борисовича Кабалевского по содействию развитию общего профессионального музыкального образования, музыкальной культуры, искусства и исполнительства. Директор также музыкально-культурно-образовательного центра имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Редактор Валерия Олеговна Усачева, это наш сотрудник, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник института. Журнал «Учитель музыки» основан в 2007 году. И это как раз печатный журнал, он очень красивый, с нотами, с текстами, не только с научными, но и с публицистическими статьями. Свою главную задачу редакционный совет видит в возрождении и развитии журнала «Музыка в школе», который в свое время, в 1982 году, основал Дмитрий Борисович Кабалевский. Для журнала важен тот особый кабалевский дух и атмосфера, пробуждающий в людях воодушевление и веру в то, что их участие в музыкальном воспитании детей и юношества чрезвычайно важно для страны. Журнал также выходит 4 раза в год. На него есть подписка, и тут вот тоже все указано.
и вы можете это сфотографировать, соответственно, принять участие. Оформить подписку на журнал можно в почтовых отделениях по объединенному каталогу «Пресса России», ну и так далее, вся информация у вас там видна. Журнал «Учитель музыки» всегда рад сотрудничеству с преподавателями, музыкальными и научными работниками, профессиональными музыкантами и любителями музыки. Ну и, соответственно, дальше тоже вот необходимая информация для и педагогики искусства, и учителя музыки, кто не успел на первых слайдах щелкнуть. Вот. Таким образом, у нас сетевой журнал научный и печатный журнал публицистической направленности, входящий в РИНС. Поэтому тоже для информации, потому что знаю, что не всегда доходит. Спасибо. Екатерина Михайловна, спасибо большое, потому что у меня в сетевом сообществе есть ссылка только на один журнал, сейчас появляется еще ссылка на второй журнал. Вы дали нам задачу про журнал, я подумала, а что же мы про второй-то? Да, потому что мало того, что это для научной работы, если кто-то дипломы, магистерские программы пишет работы, но я думаю, для самообразования там очень хороший статейный материал, который можно почитать и, в общем-то, поработать с этим материалом, потому что он очень актуальный, и инновационный, и современный. Поэтому я своим коллегам его рекомендовала. И была очень рада, что вы могли прорекламировать этот журнал. Проинформировать. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что, мы, коллеги, продолжаем. Сейчас у нас будет выступать Кузнецова Вероника Вадимовна, руководитель отдела образовательной деятельности института, это педагогический наук, доцент. Актуализация системы взаимодействия урока искусства и учреждений культуры региона. Очень острый вопрос. Я думаю, что мы послушаем Веронику Владимировну, потому что это Вадимовну. Вадимовна, я микрофон буду. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас видеть сегодня в этом зале. И мы продолжаем разговор о тех, ну, наверное, в чем-то знакомых вам вещах, а в чем-то, может быть, представленных в другом ракурсе. Ну, сегодня уже много говорилось о том, что перед образованием стоят очень важные задачи, и нужно понимать, что фактически образование – это тот инструмент влияния на формирование поколений, которые будут жить в нашей стране. И он, пожалуй, самый важный социальный институт, который действительно эти преобразования может инициировать. Поэтому обеспечение глобальной конкурентоспособности нашей страны – это задача, в решении которой образование играет решающую роль. И я всегда привожу в пример такой тезис, который в свое время меня очень поразил. Он, в общем-то, лежит совершенно на поверхности, но мы не всегда задумываемся об этом. Тезис, который написал известный русский педагог и философ Сергей Иванович Гирсон: «Жизнь определяет образование, образование определяет жизнь». То есть понятно, от того, какая система образования у нас, таков у нас уровень жизни. От того, каков уровень жизни, такова система образования. Но вот хочется все-таки вырваться из этого круга зависимости, да, и хочется действительно какой-то такой прорыв вперед сделать, и хочется верить, что очень многое в наших руках. И действительно вот эта вера помогает преодолевать большие сложности, которые иногда возникают на нашем пути. И, конечно, о необходимости взаимодействия разных видов образования говорится очень много. Но мне хотелось бы остановиться на тезисе, который прозвучал и в докладе ЮНЕСКО в 2015 году, где было сказано, что нам нужен более гибкий подход к образованию, как к непрерывной совокупности процессов обучения. Я дочитаю потом эту цитату, но просто хочу пояснить, мы очень много сейчас слышим с экранов телевидения, мы на методических всяких совещаниях слышим о том, что такой тоже тезис — непрерывность в течение всей жизни. Мы вот теперь учимся в течение всей жизни. Но это действительно так, потому что прогресс, технологии идут так стремительно, что иногда бывает так, что мы еще не успели что-то дописать, да, осмыслить, а уже все двинулось вперед, уже пошли изменения, и нужно быть готовыми вот к этим изменениям. Как говорят некоторые люди, может быть, не буду называть фамилии, вот этот процесс изменения – это сейчас наша норма жизни. То есть мы должны готовиться к тому,
что вот изменения, они непрерывны. И мы все время должны быть в этом тренде. Но я дочитываю дальше эту цитату. Быть готов к образованию как непрерывной совокупности процессов обучения, в рамках которых школы и учреждения формального образования все теснее взаимодействуют с другими, менее формализованными системами обучения, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни. И вот, наверное, вам тоже уже эта терминология знакома, но тоже бы хотелось чуть-чуть подробнее на ней остановиться. В современных исследованиях по образованию наметилась тенденция выделения вот таких видов образования, как неформальное, информальное и формальное. И считается, что только объединение вот этих видов может обеспечить синтез той непрерывности, о которой я говорила. Именно в этих видах образования могут формироваться те компетенции, о которых говорила Ирина Емельевна в предыдущем выступлении. Потому что вот тот компетентностный подход, который мы пытаемся осмыслить уже, наверное, в течение 10 лет, и сразу очень сложно понять те заложенные смыслы в компетентностном подходе, но мы теперь их все глубже и глубже осознаем и понимаем, что именно не знания, умения и навыки, да, потому что мы могли знать очень хорошо, но не уметь применять на практике, а именно вот эта практическая значимость результата обучения становится наиважнейшим достоянием человека. Поэтому мы говорим, что вот те мягкие и те жесткие компетенции, про которые говорила Ирина Емельевна, они сегодня являются определяющими в нашей повсеместной деятельности. Ну, давайте остановимся чуть-чуть поподробнее на каждом из видов этих образований. Ну, формальное образование, мы фактически в рамках формального образования с вами находимся. Оно у нас в стране обязательное на этапе общего образования. Оно является сегодня фактически обязательным для получения какой-то компетенции. И вы наверняка вот смотрите новости и слышите, что люди приходят, может такой сейчас пример не очень я корректный приведу, приходят на биржу труда, а им говорят: предъявите, пожалуйста, диплом об обучении. Диплома нет, на биржу труда человека не ставят, потому что нет подтверждения его компетенции. Ну, такая реальность жизненная. Вот какими свойствами отличается формальное образование? Ну, во-первых, оно осуществляется в образовательных организациях, имеющих обязательно государственную лицензию. Это, пожалуй, основной признак формального образования. Реализуется, как правило, на основе образовательных стандартов. Обеспечивает выполнение требований к результатам обучения на основе государственной аттестации. И самое главное, что подтверждается документами государственного образца. Что такое аттестация школы, что такое аккредитация школы, вы прекрасно понимаете. Понимаете, каких это требует усилий от педагогического коллектива, и это действительно очень такая серьезная комплексная проверка. Следующий вид образования – это неформальное образование. Но если оно неформальное, значит оно осуществляется вне рамок формальной системы образования, да, по сути. И здесь вот есть одна очень важная особенность неформального образования, что обучение происходит с учетом потребностей обучающегося. То есть здесь фактически осуществляется свобода выбора обучения. Оно характеризуется тем, что оно гибкое, мобильное. Содержание программ разрабатывается под требования непосредственно тех участников образовательного процесса, которые выбрали тот или иной вид деятельности. И при этом возможно получение сертификатов. То есть здесь мы не говорим о государственных дипломах, а просто документы, подтверждающие именно обучение в таких организациях неформального образования. И считается, что
поскольку здесь нет жестких стандартов, нет жестких требований к условиям проведения занятий, то неформальное образование определяется как опережающее. То есть во многом оно в экспериментальном режиме имеет возможность опробировать механизмы, методы, технологии, которые потом могут прийти в формальное образование. Но мы говорим, что именно неформальное образование – это та среда, в которой растущая личность может самореализовываться, находить стимулы для развития, утверждаться в выбранной сфере. И вот эта свобода выбора, она позволяет развивать те качества личностные, которые не всегда может рассмотреть образовательная организация общего образования, да? Потому что там другие задачи стоят перед педагогом. А в качестве институтов и формального образования как раз мы и выделяем учреждения культуры. Это прежде всего музеи, театры, филармонии. Вот в республиках очень развита такая форма учреждений культуры, как центры народных ремесел, центры народного творчества. У вас еще есть масса интересных таких вот культурных учреждений, например, галереи, выставочные залы, да, то есть вот потенциал вот этих учреждений очень широко в неформальном образовании может использоваться. Ну и здесь, наверное, справедлив вопрос, а к какому виду может относиться дополнительное образование? Ну вот дополнительное образование – это, наверное, специфика нашей страны, вот в том виде, в каком мы это себе представляем. Потому что к дополнительному образованию у нас относится все то, что не относится к 3 ступеням другого образования. Это основное, среднее профессиональное и высшее. То есть у нас дополнительное образование в зависимости от того, к какому ведомству оно относится, например, школа искусств, да, художественная школа, работает по стандартам, работает с аккредитацией, работает с лицензией. Центры творчества, то, что у нас раньше называлось «Дома пионеров», да, работают по лицензии, но у них нет такой жесткой регламентации деятельности с точки зрения стандартизации. Но вот по формальному признаку они все-таки относятся к учреждениям формального образования. Ну, посмотрим дальше. И вот, наверное, такое новое для нас образование, которое называется информальное. Но информальное образование – это как раз та собственная активность человека, тот интерес, та индивидуальная познавательная деятельность, которую он реализует вне рамок формального и неформального образования. Фактически не имеет никаких процедурных формальностей, может не иметь целенаправленного характера. Что мы можем отнести к такому информальному образованию? Ну, во-первых, это участие детей в различных конкурсах и фестивалях. Потому что, ну, понятно, что система нам говорит, что ты должен участвовать. Но на самом деле не всегда система говорит, ты участвуешь. Очень часто дети участвуют в конкурсах по собственной инициативе. Да? Следующий очень интересный такой формат информального образования можно привести, например, различные флешмобы, которые формально не организуются. Это действительно такая инициатива стихийная самих участников образовательного процесса и не всегда образовательного процесса. Поэтому мы говорим, что вот информальное образование – это та персонифицированная среда, которая выкристаллизовывает интеллектуально-творческие способности в разных сферах деятельности человека, в том числе искусства. И, конечно, совершенно очевидно тоже, что вот те компетенции soft skills формируются, скорее всего, именно в среде информального образования. Да? Умение работать в команде, умение, ну, я не буду сейчас пересказывать то, что говорила Елена Мельна, у вас презентация останется, вы еще раз посмотрите. И мы говорим о том, что вот только сочетание этих 3 видов образования именно и создают нам ту творческую среду, которая поможет нам преодолеть и вот те кризисы, которые мы сейчас, может быть, наблюдаем в чем-то, и действительно вырваться вот
решения тех глобальных задач, которые стоят перед нашим образованием. И здесь очень хорошо, очень здорово, что появилась концепция преподавания предметной области искусства, которая выявила, закрепила проблемы и поставила задачи, определила пути решения этих задач. И вот одной из задач, которая закреплена теперь нормативно, это замечательно и очень здорово, закрепила нормативно проблему взаимодействия формального и неформального образования. Потому что, вот что говорится в концепции, что во многих случаях в содержательной области преподавания наших предметов потенциал учреждений культуры, музеи, консерватории, театры используется образовательными организациями не в полной мере, что не обеспечена преемственность содержания уроков предметной области искусства и внеурочной деятельности, и недостаточно разработаны вариативные модели взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений культуры с учетом специфики региона. Действительно, у каждого региона свои возможности, и у каждого региона свои замечательные особенности. Поэтому, конечно, вот этим нужно очень активно пользоваться и очень активно включаться в это взаимодействие с учреждениями культуры. И, конечно, поставлена цель в концепции, что нужно совершенствовать и развивать систему межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области искусства в образовательной организации. И сегодня уже говорилось о нескольких мероприятиях, которые уже совместно с Минкультом разрабатываются. Кстати, на сайте Яндекса есть как раз вот эта программа культурного марафона, она сегодня последний день идет, где можно решить ряд заданий, получить сертификат, представить результат. И вообще это очень интересное такое новое направление именно в организации, которая не является государственной. Это организация, которая очень активно включилась, и у них теперь новое направление появилось – Яндекс.Учебник. Так что посмотрите, это очень хороший ресурс, который можно использовать нам на наших занятиях. И дальше у нас возникает такой очень интересный вопрос. А как же нам осуществлять вот эти взаимодействия? Но опять-таки, вот на самом деле эти механизмы существуют уже несколько лет. И они уже были определены в законе об образовании 2012 года. Последний закон об образовании, который был принят. Этот закон все время дополняется. И если вы посмотрите, я вот специально поинтересовалась, вот та статья, которая как раз и определяет это взаимодействие, была доработана 26 июля 2019 года. То есть в эту статью внесены очень интересные дополнения. В чем это связано? С чем это связано? А с тем, что расширился круг учреждений, с которыми образовательная организация может заключать сетевое взаимодействие. Вот в частности, сюда дополнен пункт о том, что можно использовать ресурсы нескольких организаций, можно использовать ресурсы иностранных организаций. Самое интересное, что вот в этом сетевом взаимодействии могут участвовать научные организации, медицинские организации. То есть фактически весь спектр организаций региона, которые нужны для реализации того или иного проекта межведомственного взаимодействия. Как инициировать установление сетевого взаимодействия? Но здесь тоже вопрос достаточно сложный. Инициация этого взаимодействия может идти двумя путями. Ну, во-первых, это может быть ресурс административный, да, если это решение будет принято на уровне региона, например. А есть еще неформальный путь инициации такого сетевого взаимодействия. Это решение участников образовательного процесса. Прежде всего, это решение родителей,
да, потому что мы знаем, что родители сегодня фактически решающую роль играют в определении стратегии развития той или иной образовательной организации, потому что именно от выбора родителей зависит, по какому профилю ребенок будет учиться, да, какие предметы будут востребованы, каким образом вообще будет развиваться образовательная программа того или иного учреждения. Есть еще один момент, когда вот для инициации установления сетевого взаимодействия важна инициатива самих работников учреждений культуры. Мне кажется, что такие примеры тоже существуют, и я вам в дальнейшем презентации это покажу. И еще раз напомню, что действительно на вот таком законодательном уровне у нас определены не просто траектории развития, а у нас определены возможности именно по времени для того, чтобы вот эти инициации могли осуществляться. Вы знаете прекрасно, я просто вам сейчас напоминаю, что основная образовательная программа у нас состоит из двух частей. Это обязательная часть, да, и часть, формируемая участниками образовательного процесса. И чем старше ступень, тем времени на вот эту часть, формируемую участниками образовательного процесса, выше. От 20% в начальной школе до 40% в средней основной школе. И хочу заметить, что в тех стандартах, в проектах, которые сейчас размещены на сайте, которые практически уже вот сейчас приняты, эта пропорция сохраняется. Поэтому это очень важно для понимания тех перспектив, которые могут иметь вот эти взаимодействия. Посмотрим дальше. Остановимся на части, которые формируются участниками образовательного процесса. Опять-таки, вы эту систематизацию прекрасно знаете. Я просто еще раз проговариваю те возможности, которые есть. Значит, какие мы можем проводить занятия в части, формируемой участниками образовательного процесса? Прежде всего, это выбор дополнительных учебных предметов. И мы с вами знаем, что, к сожалению, выбор не в нашу пользу. Да? И курсы по выбору обучающихся тоже не всегда в нашу пользу. И зависит это даже не всегда от учителя искусства, а зависит именно от той социальной ситуации, которая у нас стоит. Потому что, прежде всего, чем руководствуется? Руководствуется практической значимостью того или иного предмета для дальнейшей профессиональной деятельности ребенка. И не всегда понимают, что именно предметы искусства – это та среда, где формируется, мы много говорим об этом, но это действительно так, где формируется вот то слово, которое сегодня не совсем с творчеством связано, а именно вот эта креативность, то есть умение быстро схватить идею, быстро ее реализовать, найти пути решения этой проблемы. То есть именно вот те мягкие компетенции, про которые говорила Ирина Эмильевна. То есть быстрая реакция на происходящее вокруг нас. Потому что, к сожалению, вот у нас очень много идей в нашей стране, да? И почему-то Нобелевские премии получают, извините меня, другие люди. И всегда говорят, что вот эту идею там 50 лет назад такой-то наш ученый, да, заявил, эту идею там 60 лет назад такой ученый заявил. Но вот это умение довести идею до завершения и внедрения в практику, вот именно этого нам сегодня, наверное, не всегда хватает. Ну, давайте еще остановимся на одном виде деятельности, который формируется участниками образовательного процесса. Ну, в 10 классе вы знаете, что она обязательная. Это индивидуальный проект, учебное исследование. Кстати, для нас здесь тоже очень большое поле деятельности, но мы иногда упускаем это поле, потому что творческие проекты и проекты именно в сфере каких-то исследований
искусствоведческих. Я понимаю, что для детей это сложно и, наверное, не всегда понятно, но есть исследования в смежных областях. Вот, например, в качестве одного из таких исследований могу привести вот для учителей музыки, например, исследование звука. Да? Очень много можно интересных элементов и соотнесения с другими предметными областями, но в первую очередь с физикой, да? С математикой. То же самое мы можем сказать про изобразительное искусство. Все исследования, которые связаны с цветоведением, с конструированием, да, с теми исследованиями, которые на границе с дизайном можно каким-то образом интерпретировать, это тоже наша сфера, которую мы можем с вами использовать. А в каких форматах может происходить взаимодействие? Ну, на самом деле форматов этих очень много, я только некоторые самые очевидные здесь определила. Ну, в первую очередь, это олимпиады. Ну, и очень бы хотелось, вот честно, чтобы наши дети в олимпиадах по искусству участвовали поактивнее. Потому что ну, есть ряд регионов, у нас 85 регионов в стране, но вот из года в год на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников приезжает ну, где-то в районе 50, 52, 53 регионов. Это получается, что где-то 30 регионов, практически треть регионов России на Всероссийскую олимпиаду школьников по искусству своих представителей не заявляет. Хотя, коллеги, вот я понимаю сложности, с которыми, например, мы сталкиваемся в этой области, но каждый регион имеет право отправить одного человека, вне зависимости от его результатов, на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Вот есть случаи, когда из года в год регион никого не отправляет, и, наконец, после уговоров кто-то из детей приезжает, и каким-то, знаете, вот чудесным образом, ну, потому что действительно знания есть, просто вот не всегда есть поддержка на региональном уровне, дети становятся призерами и победителями. Таких примеров очень много. Поэтому очень бы хотелось, чтобы от вашего региона в этом году тоже кто-то приехал на заключительный этап. Давайте вернемся к форматам вот этого взаимодействия разных учреждений. Ну, олимпиады мы немножечко с вами поговорили. Конференции. Вот тоже очень интересный формат, который сегодня включен в перечень мероприятий, по которым присуждаются гранты президента. То есть, понимаете, чем отличается формат конференции от формата олимпиады, да? Это другой принцип участия. То есть как раз на конференции ребенок может изложить результаты своего исследования, да? Представить результаты своего исследования. Есть масса творческих конкурсов. И, кстати, наш институт проводит их очень много. В этом году у нас проходил конкурс всероссийский, посвященный 500-летию празднования Тульского Кремля. В следующем году этот конкурс у нас продолжается. Поэтому выходите на сайт Института художественного образования и следите за программой вот таких серьезных всероссийских конкурсных мероприятий, которые проводятся под эгидой Министерства просвещения. Есть конкурсы, которые инициирует наш институт. Я чуть позже тоже про них вам расскажу. Каким образом, вот помимо того, что наши дети участвуют в таких мероприятиях, как могут нам помочь учреждения культуры? Ну, прежде всего, это организация занятий с специалистами учреждения культуры. И если вот заключен такой договор о сетевом взаимодействии, то можно уже заранее предусмотреть. Ну, вы прочитайте эту статью 15, там несколько пунктов, которые определяют, что должно быть в договоре зафиксировано, как это взаимодействие происходит с точки зрения нормативки. Я сейчас просто говорю, что можно вот на основе этого договора
определить порядок взаимодействия, когда либо специалист придет, какие-то курсы прочитает, которые требуются детям, либо школа идет на базу учреждения культуры и проводит там свои занятия. Очень часто используется учреждение культуры в качестве площадок для проведения конкурсных мероприятий. И вы знаете, вот на самом деле этот подход очень повышает статус нашего предмета, потому что родители понимают значимость этого мероприятия, которое не в рамках школы проходит, а в рамках, например, городской филармонии, там, республиканской филармонии, или, например, на сцене республиканского оперного театра. И сейчас о такой практике я вам тоже расскажу. Еще одна очень интересная грань взаимодействия – это приглашение сотрудников таких учреждений в качестве экспертов, в качестве членов жюри, либо привлечение сотрудников в качестве разработчиков заданий для творческих конкурсов, для олимпиад, для тематики проведения конференций. Ну вот, прежде чем мы посмотрим реальную практику, да, вот такую, мне бы хотелось зачитать одну из цитат нашего президента Владимира Владимировича Путина, который говорит, что мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. И мы с вами должны это сделать не путем административных ограничений, а путем создания наилучших условий для применения их талантов. Вот сейчас я покажу вам реальные практики, которые уже существуют. Вот взаимодействие учреждений культуры и общеобразовательных организаций. Ну, во-первых, это практика, которая длится уже много лет. И, кстати, разработчик, идейный вдохновитель этой практики Марина Станиславовна Красильникова, вы сегодня с ней встретитесь, много лет проводит такой интересный проект, который называется «Дети на оперной сцене». Начинался он в Пермском академическом оперном театре. Сейчас он получает распространение на территории нашей страны, да, уже много территорий это проводит. В чем суть этого проекта? Что дети становятся непосредственными участниками оперных спектаклей профессионального оперного театра. Там целая процедура. Это не просто вот дети что-то разучили, вышли на сцену и спели. Там же, понимаете, дети включаются в процесс создания спектакля. Марина Станиславовна, правильно я говорю, да? Ну, сначала все начинается с урока музыки в общеобразовательной школе. Извините, что я сидя, потому что я всех вот. Если вы выслушаете, да, хорошо. Все начинается с урока музыки, где дети проходят это произведение. Причем они проходят не пассивно, а в активной музыкальной деятельности, с разными формами моделирования. Я тоже буду сегодня говорить об этом на своих занятиях с вами. Да? Вот. Это и вербальное моделирование, это и пластическое, сценическое моделирование, всяко разное. Да? Сюжетное моделирование. Вот. Очень важно, чтобы к окончанию прохождения произведения у детей сложилось впечатление, что авторами его являются, ну, предположим, компания количественных постов и он. Ребенок там 5-го, там, 4-го, 3-го, а иногда и 1-го класса. Вот создать это ощущение. Следующий этап – это у нас эскизное исполнение оперы на школьной сцене. То есть они сами, ну как могут, разыгрывают это. Может быть, это будет одна сцена какая-то такая важная. Бывают такие случаи, когда, вы извините, ничего я рассказываю? Ну, еще две минуточки. Ну да, хорошо. Для нас сейчас просто не закончу все. Ну, в общем, я вам сегодня все это попозже расскажу, в 3 часа. А театры, они, конечно, сначала пугаются очень этому, самой идее, да? Я помню, что первый... вы встаньте, Марина Станиславовна. Я не могу говорить технические проблемы. У вас нет таких проблем, а у меня есть.
Вот, что первый дирижер, с которым мне пришлось общаться в городе Самара, он говорил, сначала он всякие там приводил такие общие, а потом он все-таки сказал, говорит, ты пойми, я когда, значит, у меня какой-то спектакль, я знаю, что у меня в зале много детей, я все время, как бы сказать, боюсь, что там может произойти. То есть я как бы дирижирую спектаклем, а как бы спиной очень, как бы сказать, все пытаюсь понять, что там происходит с детьми. А ты так сейчас хочешь мне такую штуку делать, чтобы я не знала не только того, что там в этом зале, но и что на сцене у меня произойдет. Понятно, да? Если выпустить туда детей. Ну, опыт очень хороший, и если бы Но он был... все, так сказать, Да. оказалось, что дети, ни одного случая такого не было, чтобы дети повели себя как-то. Понимаете, они понимают вот эту сопричастность к созданию оперы. Да? Следующий проект, который тоже очень интересный, и как раз это пример вот этого взаимодействия учреждения культуры, здесь это национальный оркестр. Национальный оркестр народных инструментов имени Осипова, оркестр народных инструментов ВГТРК имени Некрасова. Проект музицирования для всех. То есть здесь вот получается, что дети совместно с оркестром исполняют музыку на посильном для себя уровне. Но это, конечно, требует особого профессионализма у того человека, который этот проект воплощает. Потому что вы понимаете, что нужно создать специальную партитуру для детей, да? Это действительно, помимо того, что это очень серьезный художественный проект, музыкальный, это еще очень серьезный организационный проект. И вот как раз сейчас вот я постараюсь... Вот это создатель этого проекта, Игорь Михайлович Красильников. Вот прям портрет его нашли. А это вот возможные инструменты, которые можно использовать для реализации этого проекта. Ну, это, конечно, синтезаторы, это различные ударные инструменты, и вы видите, возраст детей тут тоже очень разный, буквально от малышей дошкольной группы до совершенно взрослых девушек, которые эта деятельность очень интересна. Потому что, представляете, это возможность выступить с серьезным оркестром. Говоря о поддержке талантов, конечно, стоит остановиться. И я понимаю, что для вас это тоже очень важно. В 2015 году вышло постановление правительства номер 1239 об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождении мониторинга их дальнейшего развития. Уже на сегодняшний день утверждено 4 перечня, в которые были включены очень значимые мероприятия, конкурсы, фестивали, олимпиады, конференции, кстати, конкурсных проектных работ, по итогам которых дети попадают в реестр одаренных детей. А с этого года еще и учителя, которые подготовили этих детей, будут включаться в реестр учителей. То есть вот эта система создается, и она очень важна. Но я хотела бы остановиться вот на нескольких очень важных конкурсах. И под номером 219 в этом году в этот перечень вошел фестиваль, который реализует наш институт, является учредителем и исполнителем этого проекта. 3-й Всероссийский фестиваль «Диалог искусств». Вот, пожалуйста, смотрите опять-таки на наш сайт, следите за объявлениями и приглашаем всех вас к участию в этом фестивале, потому что там он многопрофильный, по разным видам искусств, и по изобразительному, и по музыке, и по театральному искусству, и литература, то есть вот и мультипликация, и кинематограф. Фактически вот все основные сферы искусств, которые были Екатериной Михайловной перечислены, там 7 направлений, все они включены в этот замечательный всероссийский фестиваль. Еще хочу сказать такую интересную вещь, что традиционно у нас проходит на юге, поэтому еще можно это все соединить и с тем, что вы солнышко увидите после долгой зимы. Ну, еще несколько фестивалей есть.
Да, вот еще одна особенность нашего фестиваля, что он для детей из общеобразовательной школы. Потому что в основном, как правило, в такие перечни попадают уже фестивали, да, для профессиональных организаций, для детей, которые уже предпрофиль выбирают. Ну вот еще несколько конкурсов, у вас презентация останется, вы посмотрите. Ну и опять-таки я сегодня уже в своем выступлении говорила, очень важны для нас, для поддержания статуса предмета, коллеги. Вы понимаете, участие в Олимпиаде по искусству – это поддержание статуса нашего предмета. Потому что когда нет результата, а фактически вот у нас заканчивается там, где в 7 классе, где в 8, и все. А когда ребенок едет дальше на Олимпиаду и получает, зарабатывает какое-то место, а я хочу сказать, что 45% от количества приехавших становятся призерами и победителями. Это большая цифра. Поэтому есть возможность вашим детям проявить себя на всероссийском уровне. А самое главное, что это фактически прямая дорога к поступлению в вуз без экзаменов. И практически все олимпиадники этим правом своим пользуются. Особенно хорошо принимают олимпиадников в Санкт-Петербурге. Университеты, все образовательные организации высшего образования Санкт-Петербурга берут призеров, победителей не только Всероссийской олимпиады школьников, но и Московской олимпиады, где есть тоже номинации искусства, берут без экзаменов. И еще хотелось бы мне показать такой пример взаимодействия с организацией культуры на примере разработки заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Но, как правило, это уже вошло в традицию, что второй творческий тур всегда связан с каким-то конкретным видом искусства. Либо это с театром. Вот в прошлом году это было связано все с кукольным театром. И для того, чтобы дети подготовились к выполнению творческого тура, создается культурная программа, в процессе которой они вот этот опыт общения с тем или иным видом искусства приобретают. Причем это все в процессе Олимпиады происходит. И в прошлом году второй тур был связан с кукольным театром. И для того, чтобы ребята поняли специфику кукольного театра, была специально организована экскурсия в Казанский кукольный театр, где подробно было все рассказано, как куклы делаются, какие виды кукол бывают, там история происхождения кукол. Фактически, вот смотрите, таким образом можно ведь организовывать работу не обязательно на Олимпиаде школьников. Ее можно таким образом организовывать, проводя какие-то творческие конкурсы и у себя в территории. Поэтому вот это тоже нужно использовать для взаимодействия с учреждениями культуры. Ну и вот еще такой, может быть, немножечко не совсем напрямую касающийся сегодняшней нашей встречи, но мы знаем, что мы находимся в преддверии 75-летия Победы. Да? И очень хочется, чтобы вот эта память, а вы знаете, что следующий год у нас год памяти и славы, чтобы эта память все-таки сохранялась и как бы не уходила из наших сердец. Поэтому вот в качестве примера я привожу возможность разработки, например, задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Похожие задания можно разрабатывать и для других мероприятий. То есть наверняка у вас есть памятные места, которые, может быть, напрямую даже и не связаны именно с 75-летием Победы. Но это памятные места, которые очень важны именно для жителей вот этого региона. Поэтому вот таким образом вы тоже можете вот это взаимодействие организовывать. Ну, наверное, на этом я свое выступление и закончу, потому что, как завершение, хочется сказать, что олимпиадно-конкурсное движение, оно очень важно в процессе вот этого взаимодействия с организациями культуры,
потому что прежде всего это профессиональная ориентация подрастающего поколения, это выявление склонности к разным видам деятельности, это повышение учебной мотивации, потому что, вы знаете, если человек уже достиг какой-то вершины, у него появляется желание двигаться дальше, либо каким-то образом на этой вершине задержаться. И возможность выявлять разные виды одаренности. Коллеги, спасибо за внимание. Я вот видела, что информация была для вас достаточно интересной. Если будут какие-то вопросы, я готова ответить их на практикуме, который будет после обеда. Спасибо. Нет. Алиса, вот. Спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте еще раз. И еще раз поприветствую вас и скажу, что я очень рада быть в коме первый раз. Это очень интересно. Но вот сегодня мы все привезли вам какие-то новые факты, новые аспекты и моменты, которые только начинают входить в образование во многом, но явно будут активно входить. И, соответственно, мой рассказ связан тоже с одной очень интересной формой. Это художественные практики. Конечно, начинать разговор об этой форме, наверное, нужно с актуальности. А актуальность нам всем понятна. Мы живем в мире информации, в информационном мире. И сегодня современный школьник настолько не просто погружен, что может быть и хорошо в информационное поле, а он уже захлебывается в нем. Мы сами в нем захлебываемся. И мы понимаем, что будущее идет все равно туда, и что-то с этим делать нужно, каким-то образом структурировать. Из-за того, что современный школьник живет в виртуальном мире, постоянно пользуется гаджетами, что здорово, из-за того, что у него насыщенная учебная программа, что тоже хорошо, из-за того, что у него совершенно уже нет свободного времени, на самом деле, может быть, тоже хорошо, возникает ряд серьезнейших проблем, о которых вы знаете, которые отмечают ученые, отмечают педагоги, отмечают врачи, отмечают психологи. Одна из важнейших проблем, которая происходит с этим новым поколением Z, поколением гаджетов, это понижение концентрации внимания. И мы это прекрасно знаем. Сегодня существует уже достаточно давно, несколько десятилетий, термин клиповое мышление, клиповое восприятие. Дети не могут сосредоточиться, дети не могут долго слушать какие-то монологические вещи, не могут глубоко погружаться, им нужно постоянно менять, переносить свое внимание с одного объекта на другой. Это просто вроде бы некоторое качество, но которое влияет на общую эффективность обучения и, несомненно, снижает общую успеваемость. Также надо отметить такую проблему, как все-таки недостаточно деятельностный подход в образовательных организациях. Хотя в ГОС и все документы направлены на системно-деятельностный подход, но мы понимаем, что, увы, опять-таки в большей степени обучающиеся сидят и воспринимают ту же самую информацию, что, увы, происходит и сейчас. Заявлено мое выступление как практикум, а вы тихо, мирно сидите и воспринимаете информацию. И очень трудно из этого выйти. И современные врачи говорят о том, что маленькие дети, которые уже с детских лет умеют пользоваться виртуальными экранами, кнопочками, опять-таки, наверное, это неплохо, но у них теряется мелкая моторика. То есть очень мало практики, очень мало деятельности. И она очень часто в силу сложности ее организации уходит в какие-то такие теоретические виртуальные вещи. И недостаток деятельности
он не только развивает моторику и умение вообще деятельностно существовать, он еще и развивает и коллективное мышление, и проектное мышление, то есть умение работать в группе, идти на компромисс, идти на какие-то коммуникации. Еще одной, наверное, на самом деле самой важной проблемой является ослабление здоровья. Мы сегодня можем говорить и об ослаблении костной системы, можем говорить о вегетососудистой, о гиподинамии, мы говорим о психическом ослаблении здоровья. То есть огромное количество, я уже не беру детей с особыми возможностями здоровья, а даже здоровые дети, они становятся как-то слабее и слабее, и это тоже проблема. И, к сожалению, зачастую в школьной среде не используется достаточно потенциал эстетического пространства, организации среды на основе эстетики, на основе художественного. Конечно, используется, но в данном случае мы говорим уже практически о системе, потому что не всегда педагогический коллектив может, не всегда директор школы позволяет тому, кто может, и, соответственно, дети растут в офисных помещениях, которые лишают их тоже восприятия художественности. Ни для кого не секрет, что как раз искусство может решить все перечисленные мною проблемы. Абсолютно все. И психосоматический, и психотерапевтический эффект оказывает занятие искусством. И что интересно, медицина это знает. Да, мы знаем арт-терапия, сейчас же существует арт-педагогика и так далее. Все вроде это знают, но школы используют это мало и слабо. Однако страны, в данном случае вам привожу только один пример, также хорошо вам известный, как экономическое чудо Сингапура. И заметьте, экономическое чудо, которое началось ровно с того, когда было в школьную программу введено искусство. От системы STEM, наука, технология, инженерия, математика, перешли к системе STEAM, когда в эти же самые 4 основные образовательные области ввели как обязательное искусство. То есть произошло развитие креативности, улучшение здоровья, и так далее, даже перечислять не буду. То есть это действительно, когда большое количество искусства существует в образовательной среде, это влияет на развитие и вообще на успеваемость по другим предметам. И, конечно уж, наверное, не зря они сделали, мало того, они доказали целой экономической системой, что это так. И немножечко скажу о исследованиях, которые проводятся в этой области. За последние где-то 20 лет ученые разных стран активно проводят различные исследования, доказывающие силу влияния искусства на развитие человека вообще. Например, их выводы говорят о том, что именно практика игры на музыкальных инструментах оказывает устойчивый и долговременный положительный эффект. Вот не просто слушание музыки, которую мы не отрицаем, опять-таки мы говорим о слове «практика», практическое что-то. Ровно так, как мы можем сравнить, что болельщик футбольной команды, сидя на диване дома, не может подтянуть мышцы так, как это делает спортсмен. Поэтому практическая деятельность в искусстве весьма важна, кроме теоретической и искусствоведческой. Среди проведенных экспериментов, серии проведенных экспериментов доказывают, что благодаря таким практическим занятиям пространственно-временное мышление детей улучшается более чем на 40%. И дети становятся более внимательными и концентрированными. И мы снимаем вот ту проблему ухода от внимательности к клипового мышления. Так, преподаватели Сент-Эндрюсского университета обнаружили, что дети, занимающиеся музыкой более 3 лет, превосходят своих сверстников сразу по 4 показателям. Восприятие информации на слух, моторика, словарный запас и логическое мышление. Глен Шеренберг, психолог, доктор Торонтского университета, утверждает, что дети, занимающиеся музыкой, демонстрируют значительно более высокий IQ. Кроме того, более высокое интеллектуальное развитие стабильно сопровождается и лучшими оценками, более высокими оценками и академической такой стабильностью.
Занятия музыкой делают детей не только умнее. Игра в оркестре – это первый опыт и получение навыков работы в команде. Уметь вести свою партию, слушать другого, уступать инициативу, быть готовым воспринимать критику, чувствовать ответственность и причастность к общему делу – это качество всех членов коллектива, которые, скажем, участвуют в детском оркестре. Все они в естественной игровой форме легко воспитываются в оркестре. Ну, конечно, здесь речь идет о создании ансамбля, школьного ансамбля класса, скажем, на простых инструментах. Ну, это вам лучше объяснят на мастер-классе по музыке. Также известный эксперт в области музыкального образования Мишель Хансен говорит, если вы хотите поощрять в ребенке сотрудничество, общение, вежливость, креативность, ответственность и уверенность в себе, просто дайте ему возможность играть в оркестре или в любой другой музыкальной группе. То же самое мы можем говорить о других видах искусства. Так, изобразительное искусство – одно из первых и наиболее доступных средств самовыражения ребенка, в котором проявляется многообразие сторон детской психики. Рисунок является мощным средством познания и отображения действительности. В рисунке раскрываются особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. И так же, как игра, рисунок позволяет более глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты. Лев Семенович Выгодский называл детское рисование графической речью. То есть, когда ребенок еще не может выразить вербально что-то, он это может преспокойно выразить в рисунке, а затем это куда-то исчезает. И, возможно, в силу отсутствия или снижения различных практических занятий. Также велика роль декоративно-прикладного искусства в формировании человека как представителя этноса, страны и мультикультурного мира. Сегодня во всех документах, касающихся образования, мы постоянно слышим о том, что мы должны возрождать или сохранять свои корни, и это очень важно. Декоративно-прикладное искусство в этом играет тоже свою огромную роль. И также очень важным является танец. Танец абсолютно забытый в школе предмет, то есть нет такого предмета, мы знаем, нет такого урока. Но генетическая постоянная сжатость школьников, да и, собственно, и взрослых людей говорит о том, что нам необходимо подвигаться. Есть, конечно, физкультура, но есть же более прекрасный вид искусства и вид деятельности. Это танец, когда можно совместить эстетику, художественность и движение. И, собственно, танец тоже развивает и физическое здоровье, но гармонично развивает это здоровье, и психологическое состояние, дает раскрепощение, увеличение самооценки и даже развивает интеллект через импровизации и стратегии поведения. Но понятно, что я могу говорить долго, и мы все с вами на эту тему можем говорить очень долго, приводить кучу примеров, но понятно, что дополнительных часов на изобразительное искусство и музыку, да уж и тем более на хореографию или танец, никто нам не даст. В школьной программе времени нет. И поэтому возникла идея о расширении урока искусства в школе во внеурочную деятельность. Этот вопрос в начале этого года, 2019 года, поднял, и надо сказать, очень хорошо поднял, потому что добился действительно высоких и серьезных результатов, Михаил Сергеевич Хохлов, директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесина. В частности, он обратил внимание на вопросы концентрации внимания и коллективного взаимодействия, на улучшение физического, психологического состояния, а также на патриотическое воспитание детей, которые могут быть введением в начальной школе, пока только в начальной школе, комплекса художественных практик, продолжающих урок во внеурочное время. Под художественными практиками в данном контексте подразумеваются занятия по 3 направлениям: музыка, танец, декоративно-прикладное искусство. Это так, как Михаил Сергеевич поставил в своем письме в обращение президенту. Он написал письмо просто президенту и, наверное, был молодец, потому что получился очень большой резонанс. Но надо отметить, что понимание художественных практик к сегодняшнему моменту, когда уже прошло какое-то количество времени, несколько месяцев, немножко расширилось и на сегодняшний день уже включает в себя более широкий спектр различных занятий. Этим вопросом заинтересовался министр просвещения
и министр культуры Российской Федерации. Вот на таком вот уровне. И правительство, а затем правительство нашей страны, которое рекомендовало это все к рассмотрению. В результате 26 марта 2019 года Владимир Владимирович Путин, то есть уровень, знаете, практик, вроде бы все просто, а уровень очень высокий. Президент страны издает указание, указание номер 522 по рассмотрению вопроса включения художественных практик в начальное общее образование. В документах подчеркивается значение подобного вида занятий в комплексном развитии интеллектуальных, эмоциональных, физических возможностей детей различными средствами искусства, что способствует более эффективному освоению общего и среднего образования в рамках внеурочной деятельности. Понятно, что мы с вами говорим о привычной и знакомой вам внеурочной деятельности. В ВГОС начального и основного образования подчеркивается, что организация занятий по направлениям внеурочной деятельности должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса, что позволит в полной мере реализовать требования стандартов общего образования. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ВГОС, напоминаю вам, следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урока, классно-урочной системы, и направленную на достижение планируемых результатов в рамках ВГОС. То есть важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это не механическая добавка к общему образованию, призванные компенсировать недостатки работы на уроке, а это специальная форма расширения урока, в частности урока искусства. Соответственно, согласно требованиям ВГОС, на каждой ступени образования должны быть определены уровни результатов воспитания. Если мы говорим о внеурочной деятельности, то в первую очередь воспитание, во вторую развитие и только третью образование. Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний. Об общественных нормах, о жизни, о взаимодействии, о коммуникации, об устройстве опыта, о социально-культурных практиках и формах и так далее. То есть такое первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного существования. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй более сложными, третий – это уже самая сложная форма. Главное, что мы видим, занятия искусством помогут ребенку достигнуть все эти уровни, и причем мягко, интересно и, главное, опосредованно, то есть через переживание социального и опыта, через произведение искусства. Это очень важно. Вот такое, опять-таки, мягкие навыки, мягкое освоение социальной, достаточно жесткой действительности. В новой концепции, реализация которой сейчас происходит, в новой концепции преподавания предметной области искусства прописаны механизмы расширения урока искусства через художественные практики, в дополнительное образование, а затем опять во внеурочную деятельность на базе учреждений культуры. Вот такая вот сложная система. Если нам мало уроков, а их мало, то мы должны сейчас стараться как-то выйти во внеурочную деятельность и свое место там тоже отстоять. Для каждой ступени общего образования, тоже вы все знаете, работаете в школах, предлагается свой объем использования часов внеурочной деятельности. Мы видим, что в начальной школе это приблизительно получается 10 часов в неделю. И, в общем-то, из 10 часов в неделю внеурочной деятельности возможно найти несколько часов на художественные практики. Конечно, вот Михаил Сергеевич Хохлов, инициатор этого проекта, предлагает отвести 3 обязательных часа: музыка, танец и изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Но он абсолютно прав, потому что у детей начальной школы только формируются универсальные учебные действия и компетенции, поэтому их
нужно занимать как можно больше разными видами искусства. Но исходя из школьной реальности мы понимаем, что столько может быть не будет, но свой 1 час после указа президента, наверное, мы можем отстоять, а может быть и значительно больше. Я думаю, что у вас возник вопрос после моего долгого такого выступления, а почему художественные практики, да, а почему не просто внеурочная деятельность, а почему это не кружок, а почему это не факультатив, потому что вы все поняли, что это в общем-то и есть то же самое, да, как бы кружок, как бы факультатив. Очень тонкое различие, и если мы его с вами четко поймем и будем говорить администрации, родителям именно в этом ключе, то, возможно, это будет не просто кружок или факультатив сам по себе, а именно станет частью урока, продолжением урока. Понятие художественной практики появилось только в начале 20 века в изобразительном искусстве как показатель нового качества искусства. Главным качеством художественной практики в искусстве становится диалогичность, позволяющая проводить творческие эксперименты с выстраиванием межличностных и социальных отношений между соучастниками, поиск индивидуальных и коллективных способов взаимодействия как с текстами произведений художественных, так и внутри маленького сообщества, группы, класса и так далее. То есть художественная практика в школе – это не просто практическая деятельность в каком-либо виде искусства, как может показаться на первый взгляд, а сложная система взаимосвязи урока с внеурочной деятельностью, расширяющая возможности формирования компетенций школьников. И главным инструментом является сопричастность ученика к созданию и эстетическому восприятию произведений искусства и затем мира в целом. Важно, что каждый учитель может на основе моделирования учебного курса собрать те художественные практики, которые ближе ему и удобнее. Сегодня уже Ирина Емельевна говорила о том, что в образовании, по крайней мере, в образовании в области искусства входит это понятие коуч, да, коучинговый подход. То есть преподаватель, он, конечно, должен все уметь, но мы же с вами понимаем, что что-то мы умеем лучше. И если преподаватель умеет, скажем, лучше, если он живописец, и это у него получается лучше, ему, наверное, хочется это дать как-то больше. И поэтому здесь есть разные формы моделирования, которые, соответственно, мы на практических, на мастер-классах с вами посмотрим, как, что можно моделировать. Вы моделируете, как рассказала Ирина Емельевна, урок внутри из разных модулей, которые во ВГОСах вы все уже прочитали и знаете, какие есть модули. Естественно, вы берете для себя то, что вам интереснее и ближе, но при этом вы на уроке обязаны дать и те базовые понятия и навыки, которые необходимы. Но у нас у всех теперь есть художественные практики. Итак, как можно моделировать художественные практики? Монопредметное построение художественной практики. Когда учитель, выбрав один модуль в учебном предмете, тут он, скажем, в данном случае для примера я выбрала урок изобразительного искусства, модуль декоративно-прикладное искусство. Выбрав один модуль, продолжает этот модуль, продолжает его в художественной практике, например, народное искусство коми, или народная вышивка, или по музыке модуль хоровая музыка продолжается на художественной практике занятий школьного хора. То есть он просто берет тематику и просто ее углубляет, потому что не хватает времени, и зато у него теперь есть во внеурочное время художественная практика, где он может это углубить. Еще один вариант – это расширяющее построение, когда художественные практики дополняют то, что невозможно успеть на уроке. Например, беру тот же самый модуль в изобразительном искусстве начальной школы, декоративно-прикладное искусство, который можно расширить совершенно в другие области, например, в области основы веб-дизайна. Или можно расширить в модуль живопись. То есть как раз то, что учитель понимает, на уроке на это не хватает ему времени, он это может вынести в художественной практике. Ну или, например, модуль по музыке «Хоровая музыка» я предлагаю расширить в художественной практике юные исследователи электронной музыки.
например. То есть принципиально не то, не продолжение, а принципиально что-то новое, но оно будет очень тесно взаимосвязано с уроком. Также последний вид – это интегрированное построение взаимосвязи, когда урок и художественная практика связаны не напрямую с содержанием, а через сложный символический язык искусства. Например, модуль по музыке, синтетические виды искусства, и модуль по изобразительному искусству, восприятие произведений искусства. Вот насколько часто и как могут договориться между собой учитель изобразительного искусства и музыки. Вот эти, они выбрали, например, такие модули, и они не по факту содержания, а по каким-то внутренним связям, по языку искусства могут находить общие точки соприкосновения. И, соответственно, могут оба одновременно продолжаться в художественной практике, например, пластическая выразительность актера. То есть это такой конструктор, у которого нет ни начала, ни конца. То есть, точнее, не так. Начало есть, потому что это урок, жестко регламентированный в ГОСом, и теперь в ГОСе нам дает конкретные модули для начальной и средней школы по музыке и изобразительному искусству, а вот конца нет, потому что внеурочная, вот эта неурочная деятельность, она открыта. Художественные практики могут быть самые различные. Ну, конечно, программа художественной практики полностью должна соответствовать ВГОСам, увы. Здесь мы никуда от ВГОСов не уйдем, и в соответствии с требованием стандарта начального и основного общего образования программы курсов художественной практики должны содержать, ну, вы знаете что, потому что наверняка все равно работаете в неурочной деятельности. Пояснительную записку, в которой интерпретируются общие цели основного и начального образования с учетом специфики художественной практики, общую характеристику курса художественной практики, описание ценностных ориентиров, потому что для внеурочной деятельности это наиболее важно, личностные и метапредметные результаты, а предметные они, конечно, должны быть, но они не столь важны во внеурочной деятельности. Содержание курса художественной практики, тематическое планирование с определением основных видов художественной практики, описание учебно-методического, материально-технического обеспечения курса внеурочной деятельности. Каждый учитель сам может разработать программу художественной практики. Но так как мы понимаем, что учитель очень занят и не всегда может уделить достаточно времени на составление программы вот в такой вот связи с уроком, то наш институт разработал ряд художественных практик и будет продолжать эту деятельность с помощью учителя, чтобы у вас были какие-то материалы, которые, опять-таки, в отличие от урока, вы можете немножко изменять как бы, под себя, по необходимости школы, ученика и вас как учителя. Ну, очень коротко мы можем предложить художественные практики, например, по музыке. Юные исследователи электронной музыки, ансамбль детских музыкальных инструментов, «Россия, ты гордость и песня моя», арт-команда мультимедийной оперы, «Свирель поет», по изобразительному искусству, «Учусь видеть и создавать, украшать мир», «Путешествие в страну форм и образов», изобразительное искусство и среда, по хореографии, хореографическое творчество, пластическая выразительность актера, и по театральному искусству, путешествие с театром, опыт творческой деятельности, знакомство с мельпоменой или театральная азбука от А до Я, поэтическая музыкальная сказка. Это то, что это очень маленькая, небольшая выборка, это то, что мы вам, в принципе, можем уже предложить, и Наталья Геннадьевна получит экземпляры этих изданий, где уже вам по всем форме написано, чтобы вам не думать и не мучиться, каким образом прописывать результаты, задачи и так далее, и все привязано к уроку. При определении личностных и метапредметных результатов, достижение которых обеспечивает разрабатываемая программа художественной практики, как я уже сказала, педагог ориентируется все равно жестко на требования в ГОС, мы это понимаем. Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции школьников,
социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. И также метапредметные результаты, которые предполагают освоение обучающимися универсальных учебных действий, познавательных, револютивных и коммуникативных, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Это самое главное. И, соответственно, межпредметные понятия. На самом деле, на сегодняшний день вот художественная практика направлена не столько, вот здесь я еще раз скажу, хотела, чтобы вы это услышали, это не дополнительное образование. Да? Художественная практика хороша тем, что туда могут прийти все дети по желанию, не имея никаких способностей. И при этом она направлена, да, она направлена на получение и знаний, и умений, и навыков в определенной технике, там, в определенном виде искусства, но в первую очередь она все-таки направлена на развитие умения учиться, поиска информации, умения находить себя в коллективе, умения вступать в коммуникацию и находить межпредметные, метапредметные связи. Для определения эффективности внеурочной деятельности может быть использован вариант мониторинговой карты результатов освоения программы художественной практики. Вы понимаете, что бы вы ни делали во внеурочной деятельности, вы должны к отчету иметь определенные бумаги, определенные какие-то показатели. При заполнении таблицы следует обратить внимание на следующие позиции. Критерии выбираются из перечня планируемых результатов по ВГОС. Показатели конкретизируются на двух уровнях: прогнозируемом результате и прогнозируемом эффекте. Причем в первую очередь воспитательном, во вторую очередь развивающем и только в третью очередь образовательном. Диагностический инструментарий определения результатов освоения программы внеурочной деятельности, частотность и сроки проведения процедур определяются самим образовательным учреждением в соответствии с собственным уставом и различными другими административными документами. Здесь вот я вам привожу пример, тоже такую отчетную диагностическую таблицу отражения формируемых универсальных учебных действий в содержании программы художественной практики. На примере художественной практики ансамбль детских музыкальных инструментов. Зачитывать не буду, понятно, ведущие направления развития личности, затем наименование раздела, который направлен на эти направления: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, художественно-эстетическое, и ведущие учебные действия, формируемые в рамках программы художественной практики. Михаил Сергеевич Хохлов, инициатор введения художественных практик во внеурочную деятельность начальной школы, предполагает, и он очень хотел бы, хочет, чтобы мы доносили до учителей в регионах эту мысль. Итак, он предполагает, что целью, скажем, занятий музыкальной художественной практики является повышение концентрации внимания учащихся на уроках, увеличение словарного запаса, улучшение моторики, логического мышления, восприятия информации на слух, выработка навыков коллективного взаимодействия учащихся в командной работе. Цель занятий хореографии – это снижение заболеваний у детей опорно-двигательной системы, развитие пространственной ориентации, в том числе выработка иммунитета к головокружению, ослабление психологической напряженности в различных видах коммуникации. Цель занятий художественных практиках по изобразительному искусству: формирование у учащихся понимания единства природного и человеческого мира, формирование человека как представителя этноса страны и мультикультурного мира, и формирование устойчивой системы ценностей в области визуальных искусств. Ну, вот он это представляет так: обратите внимание, что цели этим человеком поставленные, и человеком, которому мы должны быть благодарны за то, что он добился этих часов внеурочной деятельности, обязательно, чтобы они никуда не уходили от нас, в общем-то и не связано с искусством. То есть главная цель художественной практики, еще раз повторяю, именно общее развитие и скорее арт-терапевтические, арт-педагогические эффекты. Предполагаемые результаты практических занятий по 3 направлениям художественных практик – это повышение успеваемости по всем предметам, развитие умения встроиться в группу, работать сообща, достигая одной цели, улучшение физического и психологического здоровья, повышение самооценки,
установление самоидентификации современного молодого человека, самоидентификации в культуре, формирование ориентиров для оценки произведений различных видов искусств. И на самом деле, я думаю, никто из нас не сомневается в том, что эти результаты могут быть достигнуты, если нам во внеурочной деятельности предложат достаточное количество часов. И поэтому я просто призываю вас использовать эту возможность, которая вот не так давно возникла, для расширения искусства в внеурочную деятельность. После того, как вы, администрация школы, представите документ, подписанный президентом, правительством, ну, наверное, они в внеурочной деятельности должны выделить дополнительные часы, чтобы вот этот один урок, который очень мало, мы могли немножечко расширить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Здесь, собственно, я думаю, те, кто со мной взаимодействует, наверное, я получила подтверждение своей работы со своими коллегами в области организации внеурочной деятельности в школе. Елена Петровна, большое спасибо за такой ответственный вопрос по внеурочке. У нас сейчас будет перерыв обеденный, но я попрошу остаться людей, которые зарегистрировались на курсы повышения квалификации. Да, вот кто желает остаться.